На самом деле он самый могущественный человек во Вселенной. Ван Лин учится в старшей школе и обладает огромным запасом магической энергии, которую он старается скрывать от других. Даже в детстве его сила была настолько велика, что он бесстрашно сражался и победил гигантскую лягушку-монстра. Однако этот подвиг остался незамеченным, и слава досталась другому человеку. Когда он родился, то сам вылез из утробы матери, а отец упал в обморок, увидев, что у новорожденного сына член больше, чем у него. Уже тогда родители поняли, что он особенный, и решили сделать из него самого сильного воина. Но юный Ван понял, что для его психического здоровья лучше всего оставаться в тени, и всегда скрывал свои способности, особенно от родителей. В первый день учебы в старшей школе Ван Лин заходит в кампус и видит статую Джуи, который прославился тем, что спас Хуасю. Когда он заходит внутрь, двое старшеклассников, заметив его низкий уровень силы, который показывает мастерство человека в области духовных способностей, решают его поиздеваться и требуют денег. Но их издевательство внезапно прерывает золотой луч огня. С неба спускается девушка и заявляет, что нельзя издеваться над новичком с низким уровнем силы. Это никто иная, как Сунь Жун, дочь легендарной группы «Цветочная завеса». Все восхищаются ею, а старшеклассники, напуганные ее репутацией, быстро уходят, говоря, что мальчики не должны драться с девочками. Она подходит к Вану и уверяет его, что защитит его, несмотря ни на что, и они пожимают друг другу руки. Но, ко всеобщему удивлению, он протягивает ей $10, которые требовали от него хулиганы. Что привело всех в замешательство, включая солнечную девочку, так как она думала, что ее оценка за вечер была выше, чем это. Позже зоопарк появится в виде голограммы и попросит учеников пройти тест на духовную силу, чтобы определить их место в классе. И ученики с отличными оценками будут зачислены в элитный класс, в то время как остальные будут в обычном классе. Когда начинается тест, первый ученик Сюань оказывается в темной комнате с водой на полу, как вдруг появляется гигантская лягушка, и вода начинает светиться. Студенты наблюдают за происходящим на большом экране снаружи. Девочка Солнце узнает в лягушке ту, что напала на город много лет назад и была побеждена мастером Юо. Но после того, как он узнал, что девочки целуют лягушек, чтобы найти принца, он очевидно решил вернуться к какой простофиле. Диктор сообщает, что настоящая гигантская лягушка запечатана под кампусом, и та, с которой они сейчас сталкиваются, является всего лишь воплощением ее духовной силы. Ученикам предлагается призвать свою собственную духовную силу и ударить лягушку по голове, однако многим ученикам не удается даже прикоснуться к барьеру. Затем на сцену выходит мальчик по имени Чэнь Чао, уверенно ударяя рукой по барьеру лягушки, который светится огнем и выбирается для игры. Элитный класс вместе с Пуо Хао, у которого впечатляющее значение силы 886. Затем девушка Солнце присоединяется к соревнованию, поражая лягушку силой 2019, и корона провозглашает ее богиней. Когда наступает очередь Вана, он привлекает внимание лягушки, которая чувствует его силу и вспоминает их встречу много лет назад. Лягушка размышляет о том, что если он нападет, то ее душа окажется в опасности. Ванг, чтобы сохранить свой средний уровень затухания, притворяется, что борется, прилагая минимум усилий, но при этом прилагая максимум усилий. Как раз в тот момент, когда он собирается нанести удар, экран дисплея выходит из строя, показывая перевернутое изображение лягушки. Ко всеобщему удивлению, значение силы Вана отображается на экране как 99,999. Толпа ошеломлена, и девочка Солнце понимает, что на этот раз вокруг гигантской лягушки не было защитной мембраны. Он размышляет, почему лягушка так отреагировала, хотя на самом деле он ее не ударил, и понимает, что она притворялась мертвой. Он обеспечивает себе место в элитном классе, и класс успокаивается, когда пан-инструктор начинает первый урок призыва. Пан объясняет, что пространство вокруг них заполнено духовными сущностями, и они должны использовать свою духовную силу, чтобы создать проход в пространстве и вызвать духовное существо. Далее она объясняет, что размер и сила вызываемого духовного существа зависит от его уровня силы. Ученики предпринимают свои попытки призыва, при этом Чан вызывает палку, что вызывает смех у остальных. Ну, я полагаю, он хотел развить свои навыки призыва. Тем временем девочки Солнца успешно вызывают собаку-скелет с милым розовым бантом на хвосте и игриво называют ее бездомной собакой. Наблюдая за своим творением, она не может не задаться вопросом, сколько духовной силы на самом деле требуется, чтобы вызвать настоящего духовного зверя. Когда наступает очередь Вена вызывать монстра, в классе происходит взрыв, и он неожиданно призывает гигантскую лягушку из теста, что вызывает панику у учеников. Преподаватель быстро вмешивается, превращая бродячую собаку Санбро в гигантскую лягушку, в результате чего получается странная зеленоватая собака. Ученики в восторге от нового создания и ласково называют его лягушонком. Наступает следующий день, и когда Вен идет в школу, на него нахлынывают воспоминания из детства, напоминая ему о том, почему он всегда старался быть незаметным. Он вспоминает о необычных событиях, которые, кажется, происходят вокруг него. И вспоминает, как он обнаружил, что его прикосновение может быть опасным, когда он разбил коллекционный меч, который его родители с любовью купили ему.
Но он знал, что на самом деле его мама купила поддельный меч, чтобы его отец не потратил половину своих с трудом заработанных денег. Необычные происшествия продолжались, когда он стал старше, и однажды на свой день рождения он случайно поджег весь дом, пытаясь задуть свечи на торте. Забудьте детские стишки, этот парень еще в детстве разбивал мечи и поджигал дома. Тем не менее, когда его родители увидели, как он победил гигантскую лягушку 5 уровня в возрасте 6 лет, они решили, что нам нужно вести обычную счастливую жизнь. Они дали ему защитный амулет, который он носил на шее, и золотую таблетку, которую нужно было принимать каждый день, чтобы подавлять его силу. Несмотря на эти меры, он остается сильным, и его отец пообещал создать новый амулет, который будет лучше скрывать его способности. До тех пор Хуан решил ходить в школу и вести себя как можно незаметнее, чтобы не выделяться среди остальных учеников. Придя в школу, он застает Чана и Сун Ронг, которые яростно спорят за пост старосты класса. Вскоре приходит Ван и видит, что Чан и Сун Ронг яростно спорят за пост старосты класса. Сун Ронг раздает деньги своего отца, чтобы подкупить избирателей и предложить им бесплатные обеды из столовой. Подруга Чана, Боу, осуждает ее за это. Но Сун Ронг считает, что это отличная возможность продемонстрировать свои таланты и очарование. Никто, кроме Вана, не берет бесплатные обеды, потому что он не может устоять перед хрустящей лапшой. Он берет бесплатные обеды и обещает проголосовать за нее, и остальные овцы последуют за ним. Шейке удается завоевать доверие Чена и Го, но это только начало. Ее главный трюк – использовать свою особую способность, называемую искусством соблазнения, которая заставляет всех быть в долгу перед ней и не перечить ей. Все, кроме Вайна, отмечены запретным дзюцу, но он ушел сразу, как только получил свою лапшу, и дал ее телохранителю золотую таблетку для Сун Ронг в качестве оплаты. Позже в классе толстый учитель Кан замечает метку на всех учениках и начинает лекцию о древнем искусстве духовного соблазнения. Он говорит, что это работает, когда кто-то принимает подарок от заклинателя, который использует ручные печати и заклинания, чтобы все стали его поклонниками. Ван тоже понял, что учительница нацелилась на Сунь Рона, но, к счастью, он отплатил ей той же монетой с помощью золотой пилюли, так что теперь он в безопасности. Он все время смотрит на нее, и Сунь Рон думает, что он интересуется ею, хочет узнать, понравилась ли ему лапша, которую она приготовила. Но она неправильно его понимает и думает, что он просит ее съесть золотую пилюлю, которую он ей дал. Сунь Рон соглашается, думая, что она может получить духовную силу от этой пилюли, но оказывается, что это лекарство для восстановления духовной силы. Сунь Рон теряет свою духовную силу, и внезапно все освобождаются от ее чар. Канг зовет ее, чтобы она попробовала произнести заклинание, но у нее все еще кружится голова, и она падает, когда встает. К счастью, Ван ее спасает, а потом учительница просит его произнести заклинание, которое очень эффективно действует на Сунь Рона. После этого выборы на пост старосты класса проходят честно, и Чин побеждает. На следующий день по пути на урок по изготовлению пилюль Ван встречает Сунь Рона, который идет по красной ковровой дорожке с полным VIP-обслуживанием. Он замечает магический знак у нее на голове и понимает, что случайно применил к ней заклинание соблазнения. Он подходит к ней и нежно касается ее волос, прежде чем стереть знак, чтобы освободить ее от чар. Однако у Бро так много сил, что даже это заставило Сунь Рон влюбиться в него еще сильнее. После этого их преподаватель Пан объясняет сложный процесс создания пилюли жизненной силы с помощью глиняного горшка и печи. После того, как она заканчивает объяснять, студенты незаметно оценивают печи друг друга, чтобы понять, кто справится с заданием лучше. Чин принес медный котел, который принадлежал его прадеду, а Сунь Ронг – промышленную печь с папиной фабрики. Ван принес микроволновку, а Гаул – самую современную портативную печь, которая есть на рынке. Чин загружает котел углем и разжигает его, а потом убегает, и Пан говорит всем, что нужно поставить будильник на 7 часов после того, как они поставят котел в печь. Все уходят из класса, но Фроги пробирается внутрь, потому что чувствует энергию, исходящую от печи, и хочет перекусить. К счастью, Ван предугадал действия Фроги и вовремя вернулся в класс. Фроги все равно проглатывает печь и убегает от Хуана, но его ловят и заставляют выплюнуть. Ван решает помыть печь, но Гума неправильно понимает ситуацию, когда видит, как он выходит из туалета с печью. Охваченный смятением и подозрениями, Гуо подходит к нему и направляет на него водяной пистолет. Ван объясняет правду, но Гуо не верит ему и нажимает на курок, выпуская яд из пистолета. Ван уворачивается, но Чин, который стоял прямо за ним, был так измотан, что не смог увернуться от яда. Чин падает, и Пан в панике, потому что Чин в опасности из-за яда. Ван собирается его вылечить, но Пан останавливает его, не понимая, что делает. Они отводят Чена в класс, и Пан говорит Вану, что он забудет о краже печи, если Ван поможет ему сделать таблетки, чтобы спасти Чону жизнь. Гуо решает подыграть и помогает Вену усовершенствовать пилюлю, но поскольку толстяк паникует, что они могут не успеть, Фроги снова пытается съесть печь.
Вэн быстро реагирует и с помощью заклинания заставляет Фроги выпустить духовную энергию, прежде чем его отбрасывает в сторону. Вэн удивляется, что процесс нагревания печи, кажется, ускорился. И они проводят несколько экспериментов, используя силу Фроги, прежде чем тот признается, что может управлять течением времени с помощью своей духовной силы. Используя свои способности, Гуо и Вэн ускоряют процесс изготовления пилюли. Они дают таблетку Чону, чтобы он выздоровел. Но тут они слышат, что преподаватели и другие студенты возвращаются в класс. Гуо уходит, чтобы задержать их, но от него мало толку, и в класс врывается Пен. К его удивлению, все выглядит нормально, и кроме того, Пен достает из печи золотую пилюлю и ставит ему высший балл. Затем она подходит к Вену и видит, что его пилюля разбита и обуглилась, и ругает его за плохую работу. Гуо тронут, потому что думает, что Вен отдал ему свою золотую пилюлю и клянется ему в вечной верности. Он и не подозревает, что Вейн этого не делал, и он никогда не доставал пилюлю из печи. Поэтому она была приготовлена вместе с противоядием, а микроволновка Вена явно не справилась с задачей. Пока все это происходит, Чен мирно спит в котле, куда его бросил Вен, и после занятий они его вынимают. Им даже удалось починить его сломанный котел с помощью способности Фроги управлять временем, и Чен расплакался, когда обнял и поблагодарил Ванга. На следующий день Суронг подходит к Вангу во время перерыва и приглашает его на свидание, чем приводит его в замешательство. В этот момент он замечает двух убийц в масках кроликов на соседней крыше, у одного из них снайперская винтовка. Ванг быстро использует свои способности, чтобы отразить пулю и спасти Суронг. Не подозревая об опасности, она продолжает уговаривать Ванга пойти с ней на свидание. Но тут в класс заходит Кан и просит Ванга выйти с ним. Он пользуется случаем, чтобы сбежать от этой девчонки, но она ошибочно принимает его молчание за согласие и идет за ним. История об их зарождающемся романе становится главной темой в школе, и даже убийцы обращают на это внимание. Тем временем Кан представляет Ванга главному директору школьной лиги, мастеру Чжуи, и оставляет их наедине, чтобы обсудить что-то. Чжу сразу же узнает в нем мальчика, который победил гигантскую лягушку, и падает перед ним на колени, чтобы выразить свое почтение. Он просит Ванга взять его в ученики, но Ванг даже думать об этом не хочет, и использует свой особый навык, способность забывать, чтобы стереть воспоминания Чжу об этом событии. На следующий день Вангу снится кошмар, в котором Суронг заставляет его пойти с ней на свидание. Но когда он просыпается и выглядывает в окно, то понимает, что его кошмар вот-вот станет реальностью. В испуге он быстро задергивает шторы и спускается вниз, чтобы позавтракать. К его ужасу его родители в восторге от того, что он встречается с Санронг, и они настаивают, чтобы он жил полной жизнью. Они с гордостью показывают ему дорогие таблетки для похудения, которые Санронг подарила им, и фактически продают своего сына молодой богатой женщине. Он неохотно садится в машину Санронг и втайне надеется, что те двое убийц снова появятся. Она говорит ему, что они едут в парк развлечений под названием «Небесный рай», который принадлежит ее семье и был построен ее дедом специально для нее. В парке они подходят к огромной статуе, которая, как говорят, предсказывает будущие отношения между теми, кто положит руку в ее рот. Сан Ронг, веря в легенду, убеждает Вана попробовать. Но как только они подходят к статуе, он замечает двух убийц, которые преследуют их. Один из них быстро достает пистолет и стреляет, но Ван ловит пулю ртом и выплевывает ее обратно, отчего тот отлетает в сторону. Сан Ронг неправильно понимает его реакцию и думает, что он улыбается ей, поэтому стирает ее воспоминания и воспоминания гида. Ван и Сан Ронг продолжают свое свидание, наслаждаясь аттракционами и играми, а Ван следит за тем, чтобы они были в безопасности, и пресекает любые дальнейшие попытки убийц. Он также использует свой трюк с забыванием, чтобы стереть эти события из их памяти. На закате Сан Ронг спрашивает его, не хочет ли он прокатиться на колесе обозрения и посмотреть фейерверк. Вэй соглашается, думая, что там он сможет немного отдохнуть. Но он ошибается, потому что убийцы следуют за ними. Пока они наслаждаются прекрасным зрелищем, на них внезапно нападают убийцы и берут их на мушку. Сан Ронг подозревает, что убийцы из подпольной организации под названием «Теневая фракция», и становится между ними и Вангом, чтобы защитить его. Увидев это, Ванг приходит в ярость и взглядом отключает оружие и телефоны убийц. Затем он выбрасывает их с колеса обозрения, даже не прикасаясь к ним, и поражает их мощным огненным заклинанием, и они исчезают среди фейерверков в небе. Ванг просит Сон Ронг сохранить в тайне то, что произошло, и она обещает ему это. Впервые в жизни Ванг полагается на обещание сохранить тайну, а не на стирание памяти, и возвращается к любованию фейерверками вместе с Сан Ронг. На следующий день в школе Гуо и Чен с нетерпением расспрашивают Ванга о его свидании с Сан Ронг.
Сан Ронг приезжает на своем лимузине в сопровождении бдительных телохранителей и присоединяется к разговору. Ее телохранители образуют вокруг них защитный круг, пока Кан рассказывает о продолжающейся угрозе со стороны убийц из теневой фракции, которые вчера пытались напасть на нее. И поэтому меры безопасности были усилены. Сан Ронг утверждает, что не видела никаких убийц, и тут появляется Джу и говорит, что он разобрался с ними, прежде чем они успели что-то сделать. Вчера, когда Сан Ронг вернулась домой, Ванг использовал на Джу свой трюк с забыванием, чтобы тот вспомнил себя как героя, остановившего убийц. Затем Джу сообщает всем, что на Сан Ронг был выдан заказ на убийство из тени, и скоро за ней придут сильные убийцы. Он объясняет, что были приняты усиленные меры безопасности для защиты Сунь Жуна, например, вооруженные солдаты у ворот и многоуровневая система охраны внутри здания. Джоан приказывает всем собраться в его кабинете, который оборудован мощным защитным полем. Кроме того, он упоминает, что территорию будут патрулировать бойцы спецназа с волшебными летающими мечами, чтобы предотвратить нападение снайперов или с воздуха. Но убийцы обходят все меры безопасности, и первый из них пробирается в здание школы через подземный туннель. Это третий по счету убийца из команды Молота. Он использует игрушечный молоток, чтобы вырубить обычных охранников, расставленных по всей школе. Чжу и Кан замечают его, когда он разбивает камеру наблюдения своим игрушечным молотком. Они тут же меняют стратегию и уверяют учеников, что убийцы им не навредят, но те не обращают на них внимания. Они слишком заняты просмотром ТикТока и обсуждением вчерашнего свидания Ванга и Сунь Жуна. Тем временем в здание проникает еще один убийца, второй член команды Молота. Он усыпляет элитных телохранителей с помощью ядовитого газа и направляется в кабинет Джу, но Кан застает его врасплох. Джу и ученики наблюдают за битвой на экране в кабинете. Ванг тем временем заказывает себе лапшу и смотрит на бой между вторым убийцей и Каном. Кан успешно избегает ловушек убийцы и с легкостью ломает его молотки с шипами. Когда убийца пытается сбежать, используя ядовитый газ, Кан просто открывает дверь и вырубает его. Он тут же извиняется и идет забирать свой заказ, а Джу успокаивает взволнованного Суньжана, говоря, что с ним все будет в порядке. По пути к стойке выдачи заказов Ван встречает лидера команды Молот, который прячется, используя свою способность становиться невидимым и накапливая энергию в своем массивном молоте. Он говорит, что нашел его, но убийца паникует, пока не понимает, что Ван имел в виду заказ на жареную лапшу. Убийца номер один с облегчением понимает, что его не заметили, но Ван поясняет, что он видит даже Джона Сину, так что в нем нет ничего особенного. Поняв, что Хуан видит его сквозь заклинание невидимости, убийца решает прервать миссию и немедленно разобраться с ним. Он высвобождает всю накопленную энергию и замахивается своим заряженным молотом на Вана, но тот отскакивает от него, как яйцо от камня, и Ван остается совершенно невредимым. Он продолжает спокойно есть свою жареную лапшу, а убийца падает на колени, напуганный духовной силой Вана. Ван тащит убийцу за собой, и Сюй подбегает к нему, снова называя его хозяином. Он использует на нем старый трюк с частичным стиранием памяти, заставляя его поверить, что это он победил убийцу. Полицейские задерживают убийц, и все собираются вокруг Джу и хвалят его за храбрость, но замечают Вана, который, кажется, ранен. Ван притворяется больным после школы и берет больничный на 10 дней. Сунь Жон так волновался, когда он притворился больным, что установил медицинский модуль мирового класса, чтобы ухаживать за ним, и он все время лежит в нем. Его мать кричит на него, чтобы он перестал притворяться и вернулся в школу. Она приносит завтрак и просит его выйти из комнаты и поесть. В этот момент его отец кричит снизу, что пришли его друзья. Бедный Ванг в ужасе убегает обратно в комнату, притворяясь больным, а его мать встречает друзей, которые принесли цветы и подарки. Мама Ванга вежливо говорит, что в этом нет необходимости, и спускается вниз, чтобы приготовить закуски. Гонг Вонг все еще притворяется больным и представляет свою домашнюю птицу, которую зовут Птичка 2, которая садится на крышу комнаты Ванга и постоянно дразнит его. Все смеются, кроме Ванга, который молча проклинает уродливую птицу. Внезапно Сан Ронг вспоминает, что они забыли про лягушонка, но тот заходит в комнату вместе с мамой Ванга, которая сразу же подходит к Вангу и начинает облизывать его лицо. Она благодарит всех за то, что они заботились о ее сыне в школе, и Сан Ронг видит в этом возможность наладить отношения с будущей свекровью. Она дает миссис Ванг несколько эликсиров и таблеток для укрепления здоровья. Она также дарит инъекцию с куриной кровью для полного выздоровления. Миссис Ванг впечатлена этими подарками и уходит, сказав сыну, чтобы он хорошо относился к своим друзьям, особенно к Сан Ронг. Сан Ронг отгоняет лягушонка и садится рядом с Вангом.
Она спрашивает, как он себя чувствует, достает инъекцию с куриной кровью и говорит, что она творит чудеса для выздоровления. Ванг в ужасе от услышанного, но Чен приходит ему на помощь и сообщает, что Кан раздал браслеты, чтобы проверить духовную силу каждого ученика в их школе, которая находится в районе 60. Он принес браслет Ванга, чтобы тот мог проверить свою духовную силу. Но Сунь Ронг злится и говорит, что для проверки духовной силы потребуется много энергии, и Ванг не обязан это делать, если он плохо себя чувствует. Чтобы избежать Сунь Ронг с ее тоником из куриной крови, Ванг бежит к Чону и забирает у него браслет, заявляя, что он выздоровел и может проверить свою духовную силу. После этого Чен объясняет, что нужно сконцентрировать всю духовную силу в сферу, чтобы браслет мог измерить духовную силу. Показатель силы Кена составляет около 600, и Гуль замечает, что это не сильно отличается от результатов вступительного теста. Он объясняет, что это показатель силы вне тела, который достигается путем концентрации духовной силы и визуализации ее вовне. Это требует упорных тренировок и означает способность проявлять духовную силу в любой форме, что делает человека настоящим совершенствующимся. Затем он берет свой браслет и показывает, что его показатель духовной силы составляет всего 176, и ему становится стыдно. Он пытается в смущении выпрыгнуть из окна Ванга, но Чан спасает его. Сунь Ронг предлагает пропустить тест, чтобы не повредить браслет. Однако Гэу и Чан отмечают, что она набрала всего 2019 баллов на вступительном тесте, так что ее сфера не должна быть достаточно большой, чтобы нанести какой-либо ущерб. Сунь Жун неохотно соглашается и проходит тест, и, к всеобщему удивлению, ее духовная сила почти заполняет всю комнату, и она набирает 40 из 15 возможных баллов. Это ставит ее на второе место в списке 10 лучших культиваторов Китая, уступая только Тан Цзин из школы 59. Теперь очередь Вана пройти тест. Когда он надевает браслет, он решает скрыть свою духовную силу, чтобы получить низкий балл. Сначала он создает небольшой шар, думая, что этого будет достаточно, но даже он оказывается слишком сильным, и всем в комнате приходится буквально бороться, чтобы не упасть. Ван быстро перенаправляет свою духовную силу в открытый космос, создавая гигантский шар духовной силы, который больше самой Земли. Все удивляются, куда делась его духовная сфера, и он получает нулевой балл. Это означает, что его сила была больше, чем могла измерить система, и он занимает первое место среди всех культиваторов. Его друзья удивляются, как он может получить нулевой балл, и Ван предполагает, что это может быть ошибка системы. Все уходят из дома, и Ван слышит, как Го говорит о том, что взломал школьную систему, чтобы изменить свой результат. Ему приходит в голову блестящая идея, и он ночью звонит Го, чтобы тот помог ему взломать систему и изменить свой результат на 175. Го соглашается помочь и начинает взламывать систему, используя сложное заклинание для подбора пароля. Удивительно, но пароль оказывается всего лишь из 8 звездочек. Он замечает, что Тан Цзин занимает второе место и меняет его на имя Пташка 2, потому что у них была общая история в школе культиваторов. Но когда ГУ вмешивается в систему, срабатывает сигнализация, и он быстро выходит из программы, прежде чем успевает изменить оценку Вана. Они не подозревают, что в этот момент Тан Цзин и его друг из 59-й фракции тоже взламывают систему. И им не нравится, что ГУ вызвал тревогу. Тан в ярости, когда видит, что его имя изменили, и хочет проучить учеников из школы 60-й фракции, так как подозревает их в этом. На следующий день Ван возвращается в школу и обедает со своим другом, когда их внимание привлекает новостная программа по телевизору. В новостях показывали тренировку студентов из 59-й фракции, которые готовились к национальному соревнованию по фехтованию. Репортер подчеркивает, что способности студентов соответствуют профессиональным стандартам, и особенно выделяет выступление Тан Цзинси, который с легкостью уклоняется от сотен ударов мечом. Репортер берет интервью у Тана и спрашивает его о подготовке к соревнованиям с соперниками из 60-й фракции. Он уверенно говорит, что его товарищи по команде усердно тренировались целый месяц, и они не проиграют. Затем репортер спрашивает его, есть ли у него какие-нибудь пожелания для 60-й фракции. Он признает огромную силу Сунь Ронг и говорит, что с нетерпением ждет встречи с ней. Но когда его спрашивают о Ване, который занял первое место, он раздражается и с сарказмом желает Вану удачи, прежде чем резко закончить интервью. Позже той же ночью Ван и его друзья сидят у себя дома и отдыхают после долгого дня. Внезапно они получают неожиданное приглашение в группу общения от Кана, где он сообщает, что все пятеро являются участниками предстоящего национального соревнования по фехтованию на мечах. К своему ужасу они обнаруживают, что Фроги, их верный пес-компаньон, был включен в число пятых. Оказывается, Фроги прошел тест на духовную силу и набрал впечатляющую пятерку, превзойдя даже Тана и заслужив право участвовать.
Это был план, который Кан и Чжу вынашивали втайне, чтобы выиграть турнир любой ценой. МСП изначально была против этого, но Чжу убедил ее, так как уже был прецедент участия духовных зверей в соревнованиях. Кен делится хорошими новостями со своим отцом, который безмерно гордится им и дарит ему особый духовный меч, который был выкован при его рождении. Затем Гэу охотно делится подробностями о своем собственном заветном мече, которым он владеет уже почти 8 лет. Клинок был выкован с использованием зубов грозного духовного зверя, но он пока не смог раскрыть его дух меча. Сын Рон присоединяется к разговору посредством видеозвонка и демонстрирует свой духовный меч Океан. Кан сразу же шокирован синим цветом меча и понимает, что Санронг создала духа меча. Требуется время и усилия, чтобы установить подлинную связь с мечом и проявить его дух меча, и инструкторы в группе хвалят Сунь Рома за это. Затем она поражает всех, демонстрируя богатство своего поколения и рассказывая, что ее семья выковала еще 13 мечей, похожих на Оушен, просто на всякий случай один ломается. Затем Кан объясняет процесс создания духовного меча Спирит. Сначала дух меча находится в хаотичном состоянии, но благодаря упорным тренировкам он обретает форму маленького зверька или человека. Со временем и практикой он развивается, постепенно обретая разум, а некоторые духи меча, которыми владеют исключительные мастера, даже могут мыслить. Канг уверяет их, что они узнают больше об этом на занятиях более высокого уровня, и призывает их укреплять связь со своим духовным мечом. По мере того, как разговор продолжается, внимание всех переключается на Фроги, и группа начинает его дразнить, спрашивая, как собака может владеть духовным мечом. К их удивлению, Фроги удивляет их, показывая видео, на котором он достает из своего тела духовный меч под названием «Небесный меч», а затем проглатывает его. После этого все смотрят на Ванга и его друзей, которые с нетерпением спрашивают, есть ли у него духовный меч. Он спокойно доедает свою порцию лапши и просто отвечает «да», чтобы закончить разговор. Кажется, никто не замечает, что Ванг не хочет участвовать в соревновании. Он беспокоится, что если покажет свою истинную силу на соревновании, это будет конец света. Но его друг и наставник очень серьезно относятся к соревнованиям, и у него нет выбора. Он спускается вниз, чтобы спросить родителей о своем мече, но обнаруживает, что они смотрят телевизор, а Чжу и его команда штурмуют штаб-квартиру теневой фракции после их попытки убить Сунь Жуна. Ванг отвлекает родителей от телевизора и спрашивает, где его духовный меч. Затем он идет на чердак в поисках своего меча и, наконец, находит коробку с ним, которая начинает светиться в присутствии Ванга. Из коробки появляется мальчик с белыми волосами и говорит, что прошло 10 лет. Ванг в испуге быстро закрывает коробку и чувствует резкую боль в амулете. На следующий день Ванг встречается с друзьями у школьных ворот. Чен и Гуо подшучивают над его маленьким деревянным мечом и отпускают двусмысленные шутки. Сан Ронг, однако, находит это милым, и только Фроги понимает, какая огромная сила заключена в мече Ванга. Кан Цзо и Мисс Пен приходят и сообщают, что соревнования будут проходить в 59-м отряде в течение 5 дней, и им придется остаться там. Увидев, что Ванг не взял с собой вещей, Кан спрашивает, не будет ли он против, не зная, что Ванг собирается притвориться, что у него болит живот, и вернуться домой до начала соревнований. Все садятся в автобус, потому что у Чжу есть неотложные дела. Его команда захватила босса теневой фракции, но оказалось, что это был робот-смертник, а настоящий босс преследует Санрона, чтобы убить ее. В автобусе дух меча Ванга, Джинг, пытается вырваться, но Ванг подавляет его и напоминает о вчерашнем соглашении. В обмен на молчание он дал духу меча хрустящую лапшу. Вскоре автобус подъезжает к воротам 59-го отряда, где их встречают 3 других учеников Танцзина и их инструктор, Цифра Пен и Цифры Глар. Смотрят друг на друга с сильной ненавистью и завистью. Раньше они были близкими друзьями, но теперь они соперники, которые постоянно оскорбляют и насмехаются друг над другом. Они спорят о способностях своих учеников, но Ван злится, потому что не может притвориться, что у него болит живот. Чтобы отомстить Пану, она подходит к Ванна и использует на нем свой трюк с проверкой. Через него проходит луч духовной силы, и он понимает, что может использовать это в своих интересах. Он пользуется этой возможностью и притворяется, что падает на землю, хватаясь за грудь. Все из фракции 60 собираются вокруг него, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Неожиданно появляется дух его меча и говорит Хуану, что его амулет сломался. Он понимает это и спрашивает духа меча, почему тот не сказал ему раньше, на что дух отвечает, что пытался предупредить его в автобусе, но Ван не давал ему этого сделать. Затем амулет разбивается, высвобождая в небо невообразимое количество духовной силы. Все в ужасе и подозревают, что это сделала Си. Она, однако, отрицает свою причастность и говорит, что Ван, должно быть, играет в футбол, потому что он так хорошо умеет притворяться.
Сын злится и кричит на Си, чтобы она посмотрела на Ванна, и спрашивает, как она может называть это притворством, когда он в таком тяжелом состоянии. Хотя все пошло не так, как планировал Ван, пока все идет по его плану, но он понимает, что если его сила не будет подавлена, может произойти катастрофа. Медики осторожно кладут Ванна на носилки, и Сунь Ронг бросается к нему. Когда Танг останавливает ее и рассказывает о том, как они вместе ходили на занятия по саморазвитию, она просит его оставить ее в покое. Но он, как всегда, не обращает внимания на ее чувства и хвастается своим нынешним положением председателя студенческого союза фракции 50. Раздосадованная, Сон Ронг пытается ударить его, но, к сожалению, ее останавливает невысокая девушка с белыми волосами. Танг представляет ее как Ишубай, секретаря студенческого союза. Кен, беспокоясь о Сон Ронг, пытается ее спасти, но его останавливают приспешники Танга. Тем временем тело Вана окутывает фиолетовое пламя, и Си связывает его бинтами, как мумию, чтобы потушить огонь. Танг знает, что за этим стоит пятый член их команды, но шутит, что духовная сила Вана, похоже, очень нестабильна и взрывоопасна. Сон Ронг в ярости, что он намеренно пытается навредить Вану, поэтому она достает меч и бросается на Танга, но ее останавливает Канг, который говорит ей сдерживать свой гнев до начала соревнований. В медицинском кабинете Ван сбегает от врачей и начинает искать способ выбраться из фракции 59. Он знает, что его амулет на пределе, и если он еще несколько раз воспользуется своей духовной силой, миру придет конец. Ван звонит своему отцу, который занят тем, что спускает воду в туалете, но, узнав о проблемах сына, едет к нему, даже не вытерев задницу. Тем временем другие студенты собираются в спортзале, чтобы получить инструкции от Мидзу относительно соревнований на следующий день. Она объясняет, что соревнование будет похоже на матч по Call of Duty. На поле есть 5 алтарей: металлический, деревянный, водный, огненный и земляной. Если вонзить меч в алтарь, то заработаешь очки, и команда, которая первой наберет 100%, победит. Затем Танг начинает издеваться над командой 60, указывая на то, что у них всего 4 участника, которые сейчас болеют, и предлагает им сдаться. В ответ Танг говорит, что в команде 59 тоже всего 4 участника. Танг зловеще смеется и говорит, что пятый участник все это время был с ними. Внезапно на команду 60 обрушивается огромная волна, и из нее выходит гангстер по имени Бифонг. Он пятый участник команды 59, но тут же начинает флиртовать с Сан Ронг и предлагает ей присоединиться к нему, если она примет его цветок. Видя, что она в беде, Чин бросается на ее защиту, но Бифк использует барьер и отбрасывает его. Бифк снова просит Сан Ронг принять его цветок, но Чин возвращается, чтобы напасть на него. Бифк просто отбрасывает его в сторону и с огромной скоростью наносит мощный удар. Но Чин не сдается. Он вспоминает слова отца о том, что нужно бороться со всеми видами несправедливости в мире, и высвобождает всю свою энергию, чтобы нанести удар. Бифк ловит его руку и уничтожает ее своей отрицательной духовной энергией, а затем отбрасывает его. В этот момент в зал входит Ван, думая, что нашел выход, и ловит Чена, который летит прямо на него. Как только Ван ловит его, рука Чена восстанавливается, что всех шокирует. Как объясняет Пан, Бифен использует негативную духовную энергию, которая может разрушить материю при контакте с позитивной духовной энергией. Фроги хочет сказать ему, что если амулет Ванга сломается, его негативная энергия уничтожит всю галактику. В этот момент Вангу звонит отец и просит его прийти и забрать амулет, но Ванг сбрасывает звонок, зная, что сейчас не сможет уйти. Бифен удивляется, как мальчик смог мгновенно вылечить руку Чена, понимая, что он может быть сильнее, чем кажется. Бифен внезапно наносит ему удар, наполненный негативной духовной энергией, чтобы проверить его силу. К удивлению Бифена, Ванг спокойно принимает удар и почти не получает повреждений. Бифен в шоке, понимая, что у Ванга, похоже, вообще нет духовной силы. Иначе его голова была бы разбита. Ванг, лишенный каких-либо эмоций, просто уходит, и когда Сунь Ронг подходит спросить, все ли с ним в порядке, он отдает ей розу, которую только что украл у Бифуна. Затем всем приказывают разойтись по своим комнатам для подготовки. Однако Ванг извиняется, говоря, что хочет купить ограниченную партию хрустящей лапши со вкусом сладкого картофеля. Никто не знает, что Лю Инь, глава теневой фракции, замаскировалась под студентку 59-й фракции и следит за Вангом. Бифен находит ее и понимает, что она на самом деле взрослая женщина, притворяющаяся подростком. Он предлагает ей встречаться, но когда она отказывается, он совершает ошибку, назвав ее старой ведьмой. Ей это не нравится, и она бьет его. Бифен встает, угрожающе смеясь, и называет ее достойным противником. Но вскоре она показывает ему разницу в их силе, мгновенно нейтрализуя его сферу негативной духовной энергии. Бифанг получает по заслугам, но, к счастью, Вонг успевает вовремя. Ли Линг ухмыляется, увидев его, и тут же решает сменить цель.
Она связывает Вонга и Бифанг своими темными духовными цепями, не давая им сбежать. Она тащит их на крышу и передает своему старому водителю. Затем она пинает Вонга своими каблуками, думая, что он неудачник, парень Санронга. Но она не замечает, что его амулет вот-вот сломается. Печать на силе Вонга почти исчезла, и когда Ли Линг пинает его, оскорбляя, его эмоции вызывают бурю. Дух меча Вонга отчаянно пытается привести его в чувство, чтобы он случайно не высвободил свою духовную энергию, но никакие крики не помогают. Наконец, когда он говорит, что сегодня хрустящая лапша будет продаваться по сниженной цене, Вонг приходит в себя, и Джинг облегченно вздыхает. Ли Линг переодевается в Бифанг с помощью Вуду и присоединяется к студентам, которые обсуждают соревнования. Она внезапно распахивает дверь и объявляет, что Вонга похитили, чтобы заставить Санронга действовать. Чжуи, который присоединился к ним, ожидая, что враг может что-то подобное замышлять, спрашивает, не блондинка ли похитительница. Этим он не только подтверждает, что это Цзян Лю Инь, лидер теневой фракции, но и привлекает ее внимание. Затем Тан спрашивает, стоит ли ей использовать свои расчеты, и она говорит, что в старом кампусе есть какая-то странная духовная сила. Чувствуя надвигающуюся опасность, охранники Сунь Ронга готовятся увести ее, чтобы обеспечить ее безопасность. Но она дает им отпор и заявляет, что ее семья никогда не отступает в бою. Она говорит, что Ян ее самый близкий друг, и она спасет его любой ценой. Остальные из фракции 60 присоединяются к ней вместе с ее телохранителями. Мисс Джи тоже отправляет своих учеников, но советует им не участвовать в бою, потому что их главная цель – оценить боевые навыки противника. Тем временем Ван Лин спокойно спит, потому что теперь ему не нужно беспокоиться о том, как избежать соревнований. Но его сон прерывается, когда водитель сообщает, что пора приступать к работе, и Фэн начинает звать на помощь. Раздраженный водитель пинает его и отправляет на нижний этаж, отчего все здание сотрясается. Дженг сообщает Вану, что у старика очень сильная духовная сила, но он не хочет ее показывать. Сунь Ронг и остальные прибывают на место и видят, что Ван привязан к столбу. Телохранители садятся на свои летающие мечи и направляются на крышу. Водитель атакует, используя свою духовную силу, и уничтожает их, спокойно попивая чай и говоря, что у современной молодежи меткость хуже, чем у штурмовиков. Расправившись с первой партией, водитель использует свою особую атаку и призывает солдат из золотой духовной энергии, чтобы уничтожить врагов. Роу инструктирует своих телохранителей не поднимать головы и сражается с армией в одиночку. Она призывает все свои океанские мечи и, к своему удивлению, какое-то время сдерживает водителя. Но его сила слишком велика, и Сун Ронг начинает проигрывать и быстро падает на землю. Но тут вмешивается Ван Линг, используя свою способность управлять временем, чтобы вернуться в тот момент, когда водитель отправил Бифена в полет. Все, что произошло до этого, переписывается, как будто это было сделано с помощью дзинджутсу Тайю. Перевод: она побеждает водителя и с помощью своей способности заставляет Джоу забыть о том, что он победил старика. Затем водитель оказывается связан духовной цепью, и все с удивлением видят там Джоу. Джоу говорит прессе, что все заложники были спасены, а старик, вероятно, был членом теневой фракции. Спецназ обыскивает здание, и один из них спрашивает Вонга, не была ли дыра результатом битвы, но тот отвечает, что она уже была там, когда его сюда привели. Как только спецназовец уходит, из дыры появляется дух меча Цзинь и спрашивает, что делать с Бифеном, который лежит без сознания внутри. Ван приказывает Джину присматривать за ним и не выпускать его, думая, что если Бифен не будет участвовать, то соревнования отменят. Но он не знал, что Луин, замаскированный под Бифена, тоже будет участвовать. На следующий день, к своему ужасу, Ван вынужден принять участие в соревнованиях, которых он так отчаянно пытался избежать, и гадает, как Бифен здесь оказался. Студентам выдают специальные наушники с Bluetooth-соединением для связи с командой. Им также говорят, чтобы они не летали выше 5 метров от земли, и что зона боя покрыта специальным восстанавливающим полем, чтобы они не могли нанести удар. Никакого реального ущерба из-за конкуренции. Соревнование вот-вот начнется, и затем участники кладут руки на магический кристалл, который телепортирует их в Вавилонскую зону. Как раз в этот момент подбегает отец Вана, чтобы отдать ему амулет, но уже слишком поздно, так как он входит в Вавилонскую зону. Увидев отца своего учителя, Чжао взволнованно подходит к нему. Отец Вана доверяет Чжоу и рассказывает ему о затруднительном положении своего сына и о том, что амулет сломался, повергая его в шок. Фракция 59 взламывает систему, и все, кроме Бифена, участвуют в соревновании в одном и том же месте. Тем временем все 60 членов фракции разбросаны по разным местам. Юша использует свои усовершенствования Neuralink, чтобы узнать местонахождение 60 членов фракции, но не может найти местоположение Вана из-за его низкое значение силы. Чен находится у западного алтаря металла, Сунь Жун у северного алтаря воды,
Фроги у южного алтаря воды. Огонь и Бифенг тоже там. Учитывая местоположение всех остальных, Тан предсказывает, что Ван должно быть приземлился у восточного деревянного алтаря. Как только это было сказано, член фракции 59 с оранжевыми волосами побежал к Вану, думая, что он самая легкая добыча. Тем временем оказывается в том же месте, что и фракция 59, и он гадит кирпичами, опасаясь, что его найдут. Его прикрытие раскрыто, когда Тан атакует, но ГУ хитроумно оставил вместо него приманку. Тан поддается на уловку и наносит удар приманки, в то время как ГУ ускользает. Он беспокоится, что у него осталось только две бумажные куклы-обманки, а соревнование только началось. Но он замечает, что рыжий парень преследует Ванга и решает проследить за ним и разобраться с ним. Затем фракция 59 расходится, чтобы сразиться с фракцией 60, и им удается захватить алтарь земли. Услышав это, Чен начинает беспокоиться и спешит захватить металлический алтарь. Но неожиданно он получает удар от острых листьев странного металлического дерева, которые оставляют царапины на его теле. Несмотря на это, Чен продолжает идти вперед, но, добравшись до алтаря, не знает, как его захватить. В этот момент позади него появляется Юша. Чен говорит, что ему не пристало драться с женщиной, и предлагает ей атаковать его 3 раза, чтобы было честно. Но он удивляется, когда она говорит, что справится за несколько секунд, но ничего не происходит. Он думает, что она издевается над ним, но вдруг теряет контроль над своим телом и начинает бить себя. Это была техника Еши, которая выпускает паутину, воздействующую на нервную систему цели и превращающую ее в марионетку. На алтаре огня Фроги и Бифенг вступают в ожесточенную схватку. Они обмениваются ударами, и Фроги поглощает негативную энергию Бифена, используя ее для усиления себя. Но несмотря на поглощение негативной энергии, Фроги в итоге проигрывает Бифену, который успешно захватывает алтарь огня. Тем временем на алтаре дерева появляется рыжий парень и видит, что Ванг лежит без сознания на земле. Считая себя везунчиком, он направляется к алтарю, чтобы захватить его. Однако Ванг вскоре приходит в себя, и как раз в тот момент, когда Джинджер собирается напасть на него, Гоу вмешивается и поражает его своей особой способностью, которая позволяет ему буквально плеваться железными прутьями. Они вступают в серьезную схватку, а Ванг просто наблюдает за ними, не проявляя никаких эмоций. В это же время Сунь Ронг собирается захватить алтарь воды, но внезапно на нее нападает Тан. Они вступают в ожесточенную схватку, и каждый из них управляет своим могущественным духом меча. Дух меча Танга не уступает духу воды Сунь Ронг, и ни один из них не может одержать верх. Внезапно объявляется, что фракция 59 успешно захватила 4 алтаря. Пытаясь переломить ход битвы, Сунь Ронг пытается использовать свою особую технику под названием «Техника танца океана», но Тан быстро парирует ее, замораживая озеро, чтобы получить преимущество стихии. Сунь Ронг все еще мчится на него на полной скорости, но дух меча Танга способен сдержать ее одной лишь силой. Они обмениваются ударами, демонстрируя свое мастерство владения мечом. Но тут по просьбе Танга в бой вступает Бифен. Теперь, столкнувшись с двумя грозными противниками, Сунь Ронг беспокоится о том, как ей выбраться из их лап. Внезапно они слышат крик рыжего парня, который летит по небу, как ракета. Через несколько мгновений мощный порыв ветра проносится по всей зоне сражения и разбивает лед, чудесным образом давая Сунь Ронг возможность сбежать. Тан замечает, что это огромная отрицательная энергия, даже сильнее, чем у Буфа, и решает уйти, чтобы выяснить ее источник после того, как захватит алтарь воды. Захватив 5-й алтарь, фракция 59 получает бонус к скорости. Но тут раздается еще одно объявление, в котором говорится, что фракция 60 захватила деревянный алтарь, и все удивлены. Через наушники Сунь Ронг сообщает, что Ван и Фроги объединили силы, чтобы захватить алтарь. Несколькими минутами ранее Джинджер и Го вступили в ожесточенную схватку. Го использовал свою способность выплевывать слова и посылать мощные заряды в противника, но он не мог повторять их слишком часто. Вскоре у него закончились слова, и он на мгновение остался без защиты. Джинджер посмеялся над ним, а потом оскорбил Вана и ударил его. В этот момент на сцену вышел Фроги, чтобы поглотить духовную энергию, которая высвободится во время боя. Но увидев Вана, он быстро спрятался. ГУ вдруг придумал план, но он знал, что это будет стоить ему дружбы с Ваном. Он заранее извинился перед Ваном и начал критиковать его, посылая мощные слова в сторону Джинджера. Услышав, как Му плохо отзывается о нем, Ван впервые за долгое время почувствовал сильные эмоции. Его амулет не только подавлял его духовную силу, но и эмоции, делая его холодным и бесчувственным. Теперь, когда амулет был на грани разрушения, он изо всех сил старался подавить свои эмоции, чтобы не активировать свои силы. Из-за сильных эмоций Ван начал излучать огромное количество негативной энергии. Увидев это, Фроги прыгнул на него, чтобы поглотить негативную энергию и спасти мир. Ван внезапно придумал план. Он решил использовать Фроги, чтобы поглотить лишнюю негативную энергию, и тогда он сможет использовать свою духовную энергию. Ван слился с Фроги,
боги, создав нечестивую смесь человека и зверя. Я был поражен этим и спросил его, не шутка ли это. Но Рыжий просто посмеялся над Вангом и сказал, что даже после всего этого он все равно просто бесполезный мусор. Не обращая внимания на его слова, Ванг подошел к нему и небрежно коснулся его меча, чего оказалось достаточно, чтобы тот сломался. Затем Ванг без труда оттолкнул Рыжего в сторону, и тот пролетел по воздуху, как ракета. Так он захватил деревянный алтарь и отключил ускорение фракции 59. Услышав это, Танг запаниковал и спросил Ишу, как такое возможно. Она сказала ему, что Ванг объединил свою духовную силу с силой Фроги, и теперь его невозможно остановить. Вскоре после этого Ванг вместе с Го захватили контроль над огненным алтарем, оставив Танг в ярости. Он приказал Бефену отправиться к земному алтарю и рассказать другим членам фракции 59 об их новой стратегии, чтобы не сражаться с Вангом, и менять позиции, чтобы контролировать большинство алтарей. Затем Ванг отправился к алтарю металла и разбудил Чена. Проснувшись, Чен был поражен, увидев Ванга, и сразу же стал искать Ишу, утверждая, что она его обманула. Затем Ванг захватил алтарь металла, одержав верх над фракцией 59. Увидев, что Чен радуется этой победе, Ванг улыбнулся, удивив своих друзей, так как раньше он не проявлял никаких эмоций. Однако Танг переиграл их и захватил остальные алтари, снова сделав счет 1-4 в пользу фракции 59. Ванг понял стратегию Танга и, хотя он очень силен, не может захватывать алтари один за другим. Поэтому он пытается увеличить свою скорость. Но Фраби предупреждает его, что он уже на пределе, и просит Ванга остановиться, иначе мир будет обречен. К счастью, его прерывает Сан Ронг, которая связывается со всеми и сообщает, что она с Гуо, и они вот-вот захватят алтарь огня. Она упоминает, что у них есть одно преимущество – Ванг Линг, и это заставляет его покраснеть. Сан Ронг просит его захватить земной алтарь, который охраняет Бифен, сильнейший член фракции 59. А Чин должен охранять металлический алтарь, который они уже захватили. Ванг понимает, что Чин теперь самый важный человек в их стратегии, и их победа зависит от него. Тем временем Сан Ронг и Гуо идут к алтарю огня, используя воду, чтобы скрыть свои передвижения от Юши. Добравшись до алтаря, Гуо начинает дразнить Джинджер Ту из фракции 59, отвлекая его, пока Сан Ронг пробирается внутрь, чтобы захватить алтарь. Тан догадывается о ее плане и немедленно приказывает Джинджер Ту вернуться к алтарю и не дать Сан Ронг его захватить. Он спешит к алтарю, чтобы остановить Сан Ронг, и Гуо использует свой словесный арсенал, чтобы атаковать его. Но Джинджер Ту спотыкается о камень и падает, и атака случайно задевает Сан Ронг, отталкивая ее от алтаря и давая Тану достаточно времени, чтобы добраться туда. Сан Ронг вспоминает вражду между их семьями и то, как они с Таном с детства сражались, защищая честь своих семей. Тан кричит Джинджер Ту, чтобы тот поторопился и забрал меч, а Гуо извиняется за то, что промахнулся в первый раз и снова целится в него. Ему удалось попасть в него, но этого было недостаточно, чтобы остановить его. Сан Ронг бросает один из своих мечей на алтарь и начинает сражаться с Джинджер 2 другим мечом. Однако отсчет времени не начинается, потому что участник должен сам вставить меч в алтарь. Поняв это, Сан Ронг подходит к алтарю, чтобы вставить меч, но внезапно дух меча Танга вмешивается и ломает ее меч. Затем Танг насмехается над ней за то, что она упустила возможность захватить алтарь, и говорит, что хотя он планировал победить с разгромным счетом 5-0, он все равно рад, что победил со счетом 4-1. Он насмехается над фракцией 60, которая оказалась в тяжелом положении, и его стратегия становится ясна Сан Ронг, которая понимает, что они должны захватить огненный алтарь, иначе проиграют. Она знает, что Танг следит за Веном, и он послал Ишу захватить его алтарь, если тот уйдет. Старшая Сан Ронг говорит Го, что они должны сделать все возможное, чтобы не дать им захватить этот алтарь, а Чин должен сделать то же самое, чтобы не дать Бифену захватить металлический алтарь. Тем временем Бифен подходит к металлическому алтарю и начинает сражаться с Чоном. Чен хочет сразиться с ним снова, но вспоминает слова Сан Ронг и вместо того, чтобы атаковать, уклоняется от ударов Бифуна, потому что ему нужно только не дать врагу вставить меч в алтарь. Он неплохо уклоняется от атак, и Луан, которая притворяется Бенгом, насмехается над ним, называя его трусом. Услышав ее насмешки, Чен вспоминает свое тяжелое детство и как отец называл его трусом и бил, если он не справлялся с заданиями. Несмотря на нахлынувшие эмоции, Чен сдерживает свои чувства и продолжает уклоняться от атак Бифена, чем выводит его из себя. В этот момент с дерева над алтарем падает лист, и Бифен понимает, почему алтарь называется металлическим. Он собирает все падающие металлические листья с помощью своей духовной энергии и бросает их в Чена, серьезно раня его. Но несмотря на это, Чен пытается остановить Бифена, чем еще больше его злит, и в результате его руки оказываются уничтожены негативной энергией. Тем временем у огненного алтаря Сунь Жун понимает, что Чону грозит опасность,
и просит Го уйти и помочь ему. Го колеблется и говорит, что не может пойти против Тана и другого парня в одиночку, но она настаивает на том, чтобы он ушел. Го отходит от них и прячется, незаметно заряжая свой меч, пока Сунь Жун сражается с духом меча Тана. Внезапно из меча Го появляется Феникс, который является духом его меча. Он очень силен, но требует жертв от других духов мечей. Поэтому Сунь Жун и Го заранее спланировали это. Она пожертвовала своим духом меча, что помогло проявиться духу Феникса Го, и вместе они обрушивают огромный огненный взрыв на Тана и Джинджера, побеждая их. Вернувшись к металлическому алтарю, Чен тяжело ранен, но продолжает пытаться остановить Бифена, который несколько раз пинает его, прежде чем подойти к алтарю и вставить свой меч. Чен пытается встать, но не может и начинает плакать, думая, что подвел своих друзей. Но как только Бифен вставляет свой меч в алтарь, внезапно проявляется тайная способность Чена, которая проявляется только тогда, когда он хочет защитить что-то ценное. Он просыпается с золотыми, наполненными духовной энергией руками и отталкивает Бифена, останавливая обратный отсчет. Чень забирает металлический алтарь, отбросив меч Бифена, и устанавливает свой. Это позволяет фракции 60 получить преимущество в 3 очка, а затем Ван захватывает деревянный алтарь, увеличивая отрыв до 4 очков. Но Лю Инь надоело притворяться дерзким подростком. Она срывает маску и показывает свое истинное лицо, чтобы уничтожить всех. Во время обсуждения стратегии Су Жун предположил, что даже если она и Гуй захватят огненный алтарь, а Чен Чао металлический, они все равно не смогут догнать фракцию 59. Поэтому, чтобы обеспечить себе победу, они должны использовать свое секретное оружие Ван Лин. Используя хаотичные сражения на огненном и металлическом алтарях, они планируют отвлечь Ишу. В этот момент Фроги и Ван разрывают свою духовную связь, позволяя Вану добраться до земного алтаря, не предупредив Ишу, так как у него низкая сила. Все идет по плану Су Жун, и Иша в шоке от того, что они проигрывают соревнования. Больше, чем то, что Тан был побежден, ее интересовало, кто мог добраться до деревянного алтаря, ведь Инь все еще была у водного алтаря. Внезапно Фроги решает раскрыть свою личность, что пугает Ишу. Она пытается связать Фроги своей паутиной, но это не работает, потому что она действует только на людей, а не на духовных зверей. Кроме того, паутина выдала местоположение Иши, и Фроги прыгает на нее и пугает своим ужасным видом. Тем временем Гэу говорит Су Жун, чтобы она пошла проверить Ван Лин на земном алтаре, а сам идет на металлический алтарь и присоединяется к Ченю. Она соглашается и уходит, чтобы присоединиться к Ван Лин. Хотя сейчас у них больше алтарей, они все еще отстают в рейтинге фракции 59, у которой больше шансов на победу. Пока все это происходит на арене, отец Вана, который находится в комнате управления вместе с персоналом фракций 59 и 60, думает о том, как там его сын. С самого детства Ван привык не обращать внимания на успехи и неудачи, потому что его амулеты подавляли все его эмоции. Он никогда не позволял эмоциям взять верх над собой, пока не встретил Сунь Ронг в первый раз, и его сердце ёкнуло. С тех пор он начал понемногу испытывать эмоции, и чем больше у него появлялось друзей, тем мягче становилось его сердце. Сейчас, когда он идет захватывать земной алтарь, его эмоции вот-вот вырвутся наружу. Он дрожит от волнения, думая о том, как будут счастливы его друзья, когда они победят. Он не может удержать меч ровно, и его амулет снова начинает ломаться. Чем больше он пытается сдерживать эмоции, тем сильнее они становятся, и из него вырывается поток негативной энергии. Но Сунь Ронг подходит к нему и берет его за руку, и ее прикосновения и добрые слова помогают Вану успокоиться. Вместе они захватывают алтарь земли и одерживают победу в соревновании. Сунь Ронг хвалит Вана за то, что он покраснел, и призывает его быть собой. Пока они флиртуют, Лю Инь, который пришел сюда после победы над Чоном, убивает Сунь Ронг. Ее душа покидает тело, и Ван Лин разбивает сердце, когда она исчезает из его объятий. Он в ярости кричит, и его амулет, который он так долго носил, наконец-то ломается, и мир начинает рушиться под сокрушительным напором его духовной энергии. Фроги бросается к Вонгу, чтобы остановить утечку его духовной энергии и не дать миру погибнуть, но Вонг все еще в ярости и продолжает атаковать Люина. Тогда Фроги останавливает время, но Вонг вырывается из его потока и продолжает атаковать Люина, заставляя ее тоже остановиться. Увидев его истинную силу, Люин насмехается над ним, говоря, что он не смог защитить Сунь Ронг. Она нападает на него, но для него это просто акробатический трюк, и он одним ударом отбрасывает ее. Его ярость неконтролируема, и он усиливает атаку, чтобы вырубить ее. Но Ван не останавливается и использует свою духовную энергию, чтобы запустить в нее гигантские камни, которые вызывают огромный взрыв вокруг Люнина. Он собирается нанести последний удар, но вдруг останавливается, не желая убивать ее. Даже когда Люй Ин умоляет его прикончить ее, он решает пощадить ее, вспоминая свои воспоминания с Сунь Ронг.
Он подходит к телу Сунь Ронг и обнимает ее. Он пытается использовать свое заклинание, чтобы восстановить ее, но у него ничего не получается. Фроги говорит ему, что Лю Ин ударила ее с такой ненавистью, что дух Сунь Ронг был разорван на части, и даже Хуан не может ее спасти. Но он замечает, что она все еще теплая и дышит. Фроги объясняет, что Сунь Ронг жива только потому, что он остановил время, но если оно снова пойдет, она умрет навсегда. Хуан беспомощно плачет и говорит Фроги, что должен найти другой способ спасти ее. Он понимает, как ему будет одиноко без нее, и заявляет, что использует всю свою духовную силу, чтобы спасти ее. Фроги предупреждает, что это уничтожит мир, но Ван настаивает, что он снова его восстановит. Ван Лин уже решил все технические проблемы, 4 раза включал и выключал Землю, и каждый раз надеялся, что все вернется в исходное состояние, включая то, что Сун Ронг будет жива. Но сколько бы раз он не перезагружал мир, Сун Ронг оставалась мертвой. Джейк присоединяется к нему и говорит, что дух Сун Ронг разлетелся на кусочки, и никто не может сказать, что жизнь уже закончилась. Несмотря на это, Ван продолжает перезагружать мир, но Фроги говорит ему, что результат будет тем же, сколько бы раз он ни пытался. Ван в отчаянии кричит и жалеет, что не убил Люина раньше, тогда Сун Ронг была бы жива вместе с ним. Фроги объясняет, что теперь, когда он остановил время, они могут подумать, как все исправить. У Вайна появляется идея, и он спрашивает Фроги, смогут ли они вернуться в прошлое, если будут двигаться быстрее света. Фроги соглашается, но предупреждает, что для этого потребуется огромная духовная сила. Ван говорит, что он может это сделать, и Фроги предупреждает, что это противоречит законам природы. Но Ван полон решимости спасти Сун Ронг, и Фроги решает стать лучшей женщиной и рискует всем, чтобы они оба могли вернуться в прошлое. Внезапно Ванг оказывается в своей школе в первый день учебы, когда старшеклассники начинают его задирать. На этот раз Чен и Гуо защищают его от хулиганов, а не Сон Ронг. Он даже отдает им $10, не понимая, зачем он это сделал. Сон Ронг тоже нет в классе, и Хуан не может ее вспомнить. Но каждый раз, когда Сон Ронг должна была быть там, он испытывает сильные эмоции, хотя и не понимает почему. Куда бы он ни пошел, ему кажется, что кого-то не хватает, и у него случаются приступы дежавю. Новый мир кажется таким же, но без нее. Реальность такова, что когда Ванг и Фроги объединяют свои силы, пространство и время сливаются и высвобождают такое количество духовной энергии, что в итоге они создают новый мир без Сон Ронг. Этот новый мир постоянно поглощает все из старого мира, кроме нее, что в конечном итоге приведет к разрушению старого мира. Время идет, и кажется, что никто из старого мира не может это остановить. Но когда кажется, что ничто не может предотвратить разрушение, душа Сон Ронг попадает в подземный мир. Правитель подземного мира потрясен, услышав ее имя, потому что у нее та же фамилия, что и у ее хозяина. Она проверяет базу данных и обнаруживает, что Сон Ронг действительно является потомком ее хозяина и бывшего правителя подземного мира. Более того, она понимает, что ее парень так расстроен ее смертью, что его действия угрожают разрушить мир. Она немедленно возвращает Сон Ронг в ее тело, и когда та встает, то видит там дух меча Ванга. Она спрашивает его, что происходит и кто он такой, и Джинг реагирует так, будто только что увидел Луфи. Тем временем в новом мире Ван и его одноклассники посещают парк развлечений. Джао, их гид, рассказывает о статуе, предсказывающей судьбу, и все пытаются испытать удачу, но Ван чувствует, что что-то не так, и решает проверить свою судьбу. К всеобщему удивлению, статуя ломается. Пока они катаются на аттракционах, Ван Линг испытывает дежавю. Чан и Гу замечают, что он ведет себя странно, и Ван говорит им, что ему кажется, будто он уже был здесь с кем-то особенным. Они напоминают ему, что они здесь, чтобы повеселиться, и просят его не волноваться. Они все вместе садятся на колесо обозрения, и тут Ван Линг наконец понимает, что кого-то важного здесь нет. Тем временем в старом мире Сан Рон узнает обо всем от духа меча Вана и говорит, что если они не разбудят Вана, то этот мир скоро будет уничтожен. Единственный способ сделать это – взять меч Вана и уничтожить его новый мир. Сан Рон берет меч и направляется в параллельную вселенную, где находится Ван. Она обходит механизм самозащиты вселенной и создает в ней трещину, через которую нападает на Вана и разрушает границу между двумя мирами. Как только она это делает, воспоминания возвращаются к Вану, и его друзья говорят ему идти в свой мир, где его ждет девушка. Через трещину между измерениями Сан Ронг вытаскивает Вана, и они воссоединяются. На этот раз Ванг поворачивает время вспять и возвращается в тот момент, когда Чин захватил металлический алтарь. Люин появляется и пытается напасть на него, но Ванг успевает отбросить ее и закопать в землю. Таким образом, Суронг остается в безопасности, и они выигрывают соревнования.
Однако Суронг ничего не помнит о том, что произошло до этого момента. Она подбегает к Вангу, чтобы отпраздновать их победу, но когда ее окружают репортеры, Фраби спрашивает Ванга, доволен ли он тем, что произошло. Ванг вспоминает события, которые разворачивались в искаженном мире, и понимает, что его заклинание не сработало, потому что мир был слишком хаотичным. Фраби говорит ему, что есть только один способ спасти мир, и для этого им нужно повернуть время вспять. Но это будет стоить Суронг того, что она забудет, как Ванг спас ее. Суронг уверяет Ванга, что даже если она не вспомнит, как они спасли друг друга, ее чувства все равно приведут ее к нему. Они возвращают время назад и спасают все. Пока Ванг наблюдает за тем, как его друзья празднуют победу, к нему подходит отец с новым амулетом. Фраби предупреждает его, что, надев амулет, он перестанет испытывать чувства к Суронг, и их отношения охладеют. Но увидев, что Суронг и все остальные счастливы, Ванг решает надеть новый амулет в надежде на мир во всем мире. Когда отец надевает ему на шею новый амулет, Фраби предупреждает Ванга, чтобы он больше никогда так не рисковал. Он столько раз разрушал и восстанавливал мир, что его духовная сила сильно истощилась, и Ван вздыхает, жалуясь, что поддерживать мир во всем мире – это хлопотно. Из-за того, что Ван использовал слишком много духовной энергии, во всем мире творится хаос. Все технологии, работающие на духовной энергии, пострадали, и люди не понимают, что происходит. Также были отменены соревнования по фехтованию, которые потребляют слишком много духовной энергии. Школы снова открылись после летних каникул, и все в 60-й фракции счастливы и довольны тем, что их команда попала в десятку лучших. Но участники недовольны, потому что у них были все шансы выиграть соревнования, если бы они продолжались. Ван стал странно тихим и отстраненным с тех пор, как они победили 59-ю фракцию, и Сан Рон волнуется за него. Вскоре мисс Пен приходит в класс и собирает все задания, прежде чем рассказать им об изменениях в учебной программе на втором курсе. Затем она объявляет, что поскольку их школа победила элитную фракцию 59, департамент культивации обратил на них особое внимание. Поэтому сегодня днем они проведут тест на определение уровня духовной силы, и все, кто не достиг уровня фундамента, будут отчислены из элитного класса. Также те, кто из обычного класса сможет пройти тест, попадут в элитный класс. Все задние парты кричат, когда слышат это, и Сан Рон понимает, что они еще не достигли минимального уровня, чтобы пройти тест. Она уверена в своих силах, и Чен тоже, и хотя Гоу нервничает, он думает, что справится. Но когда они заговорили о подготовке, то вдруг забеспокоились о Ванге, решив, что он все лето бездельничал. Сун Ронг подбегает к нему и предлагает поделиться с ним своей духовной силой, чтобы помочь ему пройти испытание. Чен предлагает использовать особый прием из его семьи, который может помочь любому человеку преодолеть начальный уровень. Они начинают спорить, какая техника лучше подойдет Вангу, но тут их прерывает Чин, который говорит, что Ван уже ушел из класса. Он идет в туалет, где появляется его дух-меч Цзинь, и спрашивает, что он собирается делать с испытанием. Ван понимает, что будет трудно скрыть свои способности, но тут появляется Гоо. Он признается, что нашел секретный способ создать особую таблетку, которая может увеличить духовную энергию пользователя на час, и с ее помощью можно временно достичь начального уровня. Он предлагает Вангу помочь ему создать эту таблетку, чтобы он смог пройти испытание. Ван понимает его истинные намерения и спрашивает Гуо, прошел ли он начальный уровень. Гуо отвечает, что его поймали, а потом начинает плакать и умолять Вана помочь ему, потому что он все лето бездельничал. Он говорит, что если не пройдет испытание, его родители выгонят его из дома. Ну, Ван не против иногда пошалить, поэтому они с Гуо подходят к Фроги и угрожающе смотрят на него, чтобы он помог им с созданием таблетки. Тем временем Кан заканчивает настраивать аппаратуру для испытания на поле. Затем он объясняет, как проходит испытание, чтобы узнать, перешли ли они начальный уровень или нет. Кан говорит всем, что им нужно будет встать в центре для проведения теста и сконцентрировать свою духовную энергию, как это делает он. Затем формация определит их духовную силу и создаст над ними грозовую тучу с соответствующей силой. Из тучи ударит молния, которая попадет в Канга, и произойдет взрыв, а затем появится черный дым. Он говорит студентам, что им нужно будет пройти через то же самое, и чтобы пройти тест, они должны выдержать удар молнии. Студенты в панике, увидев, как проходит тест, и боятся, что погибнут, если их тело недостаточно сильное. Канг говорит им, что не стоит волноваться, потому что современное совершенствование безопасно, и они не умрут от удара молнии. Если кто-то получит серьезные травмы, то рядом будет машина скорой помощи. Но это не сильно успокаивает студентов, и первый, кто проходит тест, тут же поджаривается. Сун Жун и Чин тоже смотрят на тест, и Сун Жун спрашивает, где Ван. Чин говорит ей, что он с Го, и им не нужно беспокоиться о них, потому что их класс будет проходить тест последним. Кажется, мисс Пен заметила, что двух мальчиков нет, и она идет в лабораторию, где Ван и Го закончили подготовку
подготовку, и теперь им остается только дождаться, когда блюдо будет готово. Вдруг они слышат шаги, и Го паникует, что мисс Пен их найдет. У Уайта появляется идея, и он обливает себя водой, и Пен находит их в лаборатории без рубашек. Она решает оставить их наедине, но потом врывается в комнату и говорит: никаких гомосеков. Она спрашивает, какого черта они здесь делают, и Го отвечает, что они упали в бассейн, поэтому пришли сюда обсохнуть. Пан спрашивает про печь, и жаба приказывает Го отвлечь ее. Го набрасывается на нее, и, воспользовавшись моментом, Го быстро достает таблетки из печи. Пан отчитывает собаку, а Жао подходит к печи, открывает ее, но находит там только вонючие носки. Она в ярости кричит на парней и уходит из лаборатории. Ван рад, что их не поймали, и спрашивает Го, куда он спрятал таблетки. Тот с сожалением отвечает, что спрятал их в своем желудке, прежде чем превратиться в Супер Саяна. Энергия от таблеток начинает перегружать его тело, и он раздувается до огромных размеров. Ван бьет его и выпускает воздух, отчего тот теряет сознание. Гоу приходит в себя как раз перед тем, как настает его очередь проходить тест. Он все еще думает о том, что произошло, когда слышит, как Канг зовет его по имени и говорит, что если он не пройдет тест, то автоматически провалит его. Гоу бежит к строю, думая, что все будет хорошо, потому что он принял таблетки, но, взглянув на часы, понимает, что их действие давно закончилось. Он паникует и думает, что это его последний день в элитном классе. Но, собрав свою духовную силу и пережив удар молнии, он понимает, что каким-то образом справился. На самом деле, это удар Вана помог Гоу преодолеть барьер и перейти на промежуточную стадию фундамента. Теперь очередь Вана, и Гоу волнуется за него, потому что он не принял таблетку. Канг дает ему защитный шлем, потому что его показатель духовной силы слишком низкий, и его друзья тоже беспокоятся за него. Ван встает в центр построения и начинает концентрироваться на своей духовной силе. Цзинь выскакивает и говорит ему, что в построении есть фатальный изъян, потому что оно рассчитано только на обычных людей. Облака, сгустившиеся над Вангом, накрывают весь город и постоянно бьют по нему мощными молниями. Хотя у грозовых облаков есть верхний предел напряжения, время не ограничено, и Цзинь говорит Вангу, что молнии будут бить, пока вся духовная энергия вокруг них не поглотится построением. Ван не беспокоится, но Сун Рон в ужасе, что он может не пережить удар молнии. Она бросается к построению и начинает отключать его с помощью Канга, и другие его друзья тоже присоединяются к ним. Однако они не могут вытащить гигантскую заглушку, и духовная энергия вокруг них быстро исчезает. Ван понимает, что им нужно поскорее остановить это, и бросает свой меч Сун Рон. Как только она берет его, она оказывается в искаженном мире, где они с Вангом спасают друг друга. Он говорит ей, чтобы она использовала меч и перерезала провод, потому что дерево — это изолятор, и она соглашается. Одним быстрым ударом Сун Рон перерезает не только провод, но и землю, море и облака. Это произошло благодаря силе Цзинь, и Ван выходит из построения и отдает свой защитный шлем Кангу, спрашивая, прошел ли он испытание. Канг потерял дар речи, потому что Ван остался совершенно невредим после такой мощной молнии, пока все гадают, почему устройство вышло из строя. Никто, кажется, не замечает, что Джинг использовал слишком много энергии в последнем ударе и случайно открыл трещину в пространстве. Через эту трещину духовная энергия Земли перетекает в царство демонов, и император демонов, который правит там, похоже, тоже это заметил. Он вызывает своего советника и спрашивает, почему он чувствует аномалию в своем измерении. Советник говорит ему, что в пространстве образовалась трещина, соединяющая Землю. Разговор о Земле напоминает императору демонов, что несколько лет назад он послал демона-лягушку завоевать ее. Советник говорит, что они действительно отправили свирепого демона-лягушку, который был на уровне короля демонов, чтобы завоевать Землю, но больше о нем ничего не слышали. Император демонов в ярости, что лягушка так долго не возвращается, не зная, что она стала домашним питомцем. Он также чувствует, что духовная энергия его измерения перетекает на Землю через трещину, и советник не может в это поверить. Он утверждает, что средняя духовная энергия Земли в прошлом была выше, чем у них, и если сейчас она поглощает их энергию, значит ее ценность снизилась. Увидев, что император в ярости, советник уверяет его, что лично отправится на Землю и завоюет ее. Он отправляет сообщение лягушонку, что скоро приедет, и тот в панике, узнав, что его хозяин направляется на Землю. Лягушонок спешит домой к Вану и видит, что тот смотрит новости о том, что из-за снижения духовной энергии Земли урожай стал меньше. Фроги сидит между Вангом и его отцом, и в это же время на Землю через портал приходит наставник. Вдохнув свежий воздух, наполненный духовной энергией, он достает свой Скул-15 и звонит Фроги, который вздрагивает от звонка. Он игнорирует звонки и сообщения, и Джинки смотрит на свой телефон, прежде чем спросить, кто этот человек, называющий себя его хозяином. Фроги рассказывает, что наставник — воплощение всей мудрости мира демонов. Он бессмертный демон, такой же древний, как сама Вселенная, и он учит будущих королей демонов.
Фроги говорит, что он долго был под его руководством, и это было худшее время в его жизни. Джинки понимает, что он так боится наставника, что пришел сюда, чтобы спрятаться. Вскоре мама Вана подает ужин, и все садятся за стол. Отец Вана работает над новым амулетом, который сделает Вана более выразительным, и хочет, чтобы Фроги помог ему. Мама Вана жалуется, что лучше бы у него получилось, потому что в последнее время стоимость духовных ингредиентов сильно выросла. Позже отец Вана заканчивает работу над новым прототипом амулета и просит Фроги надеть его на Вана, когда тот снимет старый. Они работают вместе и нажимают на точки акупрессуры, чтобы успокоить энергию Вана, пока меняют амулеты. Все получается, но затем Ванг начинает говорить бессвязно, и его отец понимает, что Фроги перепутал и надел амулет неправильно. Из-за этой маленькой ошибки энергия Вана вот-вот взорвется. Но прежде чем она уничтожит мир, Фрогби действует и кусает его, поглощая всю лишнюю энергию. После этого они правильно надели амулет, и вскоре мисс Пен приходит к ним в гости. Новый амулет сразу же начинает действовать, и Вино радушно приветствует ее и приглашает в дом. Мисс Пен пришла пожаловаться на то, что Ван плохо учится и не проявляет энтузиазма в школе, но мама Вана счастлива, что ее сын может нормально учиться. Однако из-за нового амулета Ван внезапно стал полон энергии, как будто выпил 100 банок энергетика. Он мгновенно выполняет все задания и даже показывает таблетки, которые он усовершенствовал. Более того, он использует свою силу и оживляет несколько карандашей и ластиков, заставляя их слушаться его. Мисс Пен нечего больше сказать, потому что Ван успешно сделал то, что не получалось у других учеников. Она говорит, что ему достаточно одного карандаша и ластика, чтобы доказать, что он все выучил. Иван щелчком пальцев забирает жизнь у остальных предметов. Пока Пен хвалит его, родители обсуждают происходящее. Мама Ленга хочет знать, что было в амулете, а папа говорит, что из-за этого Ван стал слишком общительным. Он просит жену отвлечь учительницу, пока он меняет амулет. Мама Вана предлагает показать мисс Пен дом и уводит ее, а папа Вана и лягушонок снова начинают работать над амулетом. На этот раз папа Вана отлично контролирует свою эмоциональность, и Ван говорит как обычный человек. Но он все равно чувствует, что что-то не так, и как только он это говорит, предметы в гостиной начинают трястись. Когда мама Ванга вернулась домой, она была потрясена, увидев, что все предметы в комнате вдруг стали разумными. Она не хотела, чтобы об этом узнал учитель, поэтому отвела его в сторону и сказала, что хочет поговорить с ним наедине. Они поднялись наверх, и мисс Пен узнала, что родители Ванга слабые культиваторы, и у Ванга не было друзей до старших классов. Она была тронута, когда услышала его историю. Тем временем он использовал лягушонка в качестве духовного оружия и бил им по разумным предметам, чтобы вернуть им прежний вид. Когда он закончил, лягушонок был истощен, как и амулет Ванга. Его отец хотел снова починить амулет с помощью лягушонка. Но они не могли сосредоточиться, потому что Ван почувствовал присутствие своего учителя. До этого он скрывал свою духовную энергию, чтобы учитель его не заметил. Но сейчас он использовал ее, и учитель его нашел. Лягушонок вздрогнул, когда учитель телепортировался перед домом Ванга и почувствовал, что его дух покидает тело. Тем временем отец Ванга запаниковал, потому что амулет вот-вот должен был сломаться, и чтобы предотвратить взрыв, он решил снять его силой. Как только он это сделал, из тела Ванга вырвалась мощная духовная сила. Учитель как раз в этот момент открыл дверь в их дом, и его ударила духовной энергией, которая была настолько сильной, что расплавила холм неподалеку. Ван почувствовал облегчение, когда вся лишняя энергия вышла из его тела, и когда его мама и мисс Пен спустились, он уже выглядел нормально. Пен прощается со всеми, говоря, что теперь она знает, что хорошие оценки – это еще не все в жизни, и советует Хуану стараться изо всех сил, но не перенапрягаться. Она уходит, и вскоре после этого Фроги приходит в себя. Он думает, что теперь все в порядке, но вдруг видит под ногами корону своего хозяина и понимает, что погиб из-за огромной силы Ванга. Через несколько дней Чен показывает друзьям фотографию лучшего в мире убийцы, который внезапно пропал 10 лет назад. Он утверждает, что за этим стоит интересная история, и убийца по прозвищу Идлер летел со своей девушкой, когда их самолет попал в сильную турбулентность и взорвался. Убийцу выбросило из самолета, и с тех пор его никто не видел. Чен спрашивает, умер ли он, но Гуо в это не верит. Он утверждает, что убийца выжил после крушения и с тех пор живет в уединении. Кроме того, он слышал в интернете слухи о своей девушке Ю, которую считали погибшей, но недавно видели возле их школы. В этот момент мисс Пен заходит в класс и просит всех сесть на свои места. Затем она представляет нового ученика,
который показал отличные результаты на последнем тесте на духовную силу. В класс входит застенчивая девушка в очках с толстыми стеклами, и Ванг вдруг узнает в ней девушку, которую видел в параллельном мире без Санрома, и даже Джинки, кажется, ее узнает. Они продолжают смотреть на эту, казалось бы, робкую и застенчивую девушку, и Санром думает, что она смотрит на него. После этого новенькая представляется как Лин Сиоюй, и Пань говорит, что с ней нужно подружиться, потому что она из очень бедной семьи. Позже в тот же день Ван и его друзья обсуждают историю об убийцах в туалете. Кто-то утверждает, что нынешнего лидера теневой фракции Ли На держат в их школе. Чин говорит, что для такой, как она, сбежать не составит труда, но Го говорит, что если они смогут поймать демоническую лягушку в своей школе на 10 лет, то смогут и Ли На задержать на какое-то время. В этот момент они видят, как Ю, девушка короля убийц, проходит мимо них, и Чин сразу же бросается за ней, а его друзья следуют за ним. Они заходят в кладовку и видят, что там никого нет, но кто-то явно там живет. Они ищут какие-нибудь улики, когда вдруг слышат, что кто-то вошел, и прячутся под столом. Это Лин Сиоюй, и когда она начинает раздеваться, Го и Чин в ужасе выскакивают из-под стола. Их называют извращенцами, и Лин набрасывается на них. Чен объясняет, что они просто искали тебя, но Лин ему не верит и бросает в него метлу. Она попадает в статую позади них, и в ее голове срабатывает потайной выключатель, открывающий люк под ними. Все трое падают вниз, а Вин спокойно следует за ними. Тем временем Ю добирается до тюрьмы, где держит ее младшую сестру Люинь. Она рада видеть старшую сестру и просит ее освободить, чтобы они могли возродить теневую фракцию. Она в шоке, когда ты направляешь на нее свой лук. Она говорит Ли-Инь, что потерпела неудачу, потому что не смогла выполнить задание по убийству Сунь-Рома. И делает предупредительный выстрел, который задевает ее щеку, прежде чем пуля попадает в пол позади нее. Прежде чем ты успеваешь что-то сделать, Гоу и остальные с криками падают с крыши. Ван тоже позади них, и он извиняется перед убийцей за то, что вторгся в ее семью. Затем он находит безопасное место для приземления и создает портал, ведущий туда всех своих друзей. Они приземляются в темной комнате, и когда Ван включает свет, он обнаруживает, что это секретная база Идлера. Все начинают осматриваться и, наконец, находят стену с подсказками, в которых величайший убийца, похоже, расследует аварию, разлучившую его с девушкой. Тем временем в тюрьме Ю рассказывает, что причиной аварии был портал в мир демонов, и ее затянуло туда. Она прожила в мире демонов 10 лет, переводя документы с человеческого языка на язык демонов. Однажды она нашла контракт на убийство, целью которого была она сама, и получила его никто иная, как ее младшая сестра. С другой стороны, Ван и его друзья тоже довольно быстро выяснили правду. Гуо наносит все, что они знают, на карту и говорит, что 10 лет назад в один и тот же день произошло 3 очень важных события. Во-первых, воздушный корабль, на котором были ты и Идлер, взорвался и ее выбросило из него. Во-вторых, из гигантского портала на Землю пришла демоническая лягушка, а в-третьих, Чжу победил ее. Внезапно Хуан вспоминает события того дня, и все становится на свои места. После того, как он пнул демоническую лягушку, духовная пушка, которую она заряжала, выстрелила и нанесла огромный ущерб, из-за чего самолет, на котором летели Идлер и Ю, упал. Он видел, как самолет потерял управление и попытался выровнять его своей духовной силой, но Ю не была пристегнута ремнем безопасности и ее выбросило из самолета. Самолет удалось посадить, но Идлер мог только плакать из-за своей девушки. После этого ты пропал из сети и отправился в 60-ю школу фракции, чтобы найти ее. Все начинают плакать, думая об эпической истории любви двух убийц, но один из них только пожимает плечами, понимая, что произошло. Сейчас ты смотришь на Люина, обвиняя ее в том, что она устроила взрыв самолета, чтобы избавиться от нее и захватить фракцию теней. Люин отвечает, что она не имеет никакого отношения к взрыву, хотя и присматривалась к своему месту. Ты не доверяешь ей и стреляешь в нее из лука, но Кан появляется из ниоткуда и останавливает тебя. Он говорит тебе, что она ошибается насчет аварии и признается, что он ее парень Идлер. Ты улыбаешься сквозь слезы, когда она говорит, что он поправился и стал таким. Кан говорит ей, что решил остаться в школе, чтобы найти ее. Когда он грустил из-за того, что потерял ее, он ел много вредной еды, чтобы почувствовать себя лучше. И вот он стал таким. Они счастливы, что снова вместе и целуются, а Лу кричит, что лучше умрет, чем увидит это. Она кричит сестрам, чтобы они перестали ее ревновать, но вы с Канном не слышите ее, и они отправляются в свой долгожданный медовый месяц. Позже, когда Ван и его друзья поднимаются на лифте, чтобы вернуться на поверхность, они встречают Ю и Канга, у которых на лицах следы от поцелуев. Ван смотрит на них, потом на них и наконец-то все понимает. Вскоре после этого Кан проходит курс по уходу за духовными мечами.
Он говорит, что из-за неправильного использования духовные мечи могут затупиться и стать неповоротливыми. Поэтому скоро у них будет ежегодный семинар по уходу за мечами. Джин говорит Вану, что его никогда не чистили с момента создания, и он с нетерпением ждет этого, но Ван все еще не может выкинуть Лин из головы. Позже, когда он едет домой на поезде со своими друзьями, Санронг рассказывает, что ее меч Океан был переплавлен. Но дух меча еще не возродился после того, как его пожертвовали, чтобы вызвать Феникса Пу. Чин говорит, что он регулярно чистит свой меч с помощью онлайн-сервиса, а Санронг предупреждает его, что большие мечи нужно отдавать в авторизованные ремонтные мастерские для надлежащего обслуживания. Го говорит, что у него есть купон на 20% скидку в ремонтной мастерской рядом с домом, а Санронг хвастается своим богатством, показывая VIP-пропуска во все ремонтные мастерские в округе. Она поворачивается к Вану и спрашивает, не хочет ли он присоединиться к ним в эти выходные, чтобы починить свой меч, не зная, что Джинг уже чинит свой меч в компании каких-то мамочек. На следующих выходных Санронг ведет своих друзей в первоклассную ремонтную мастерскую. Гу и Чин не могут оторвать глаз от разных легендарных мечей в магазине, как и любой настоящий мужчина, когда Лин подходит к ним. Она работает в магазине неполный день, ремонтирует и восстанавливает мечи. Лин говорит, что выросла в окружении мечей, а ее наставником был дух меча, который был ей как старшая сестра. Ее родители уже ушли за молоком, а дух меча однажды тоже ушел, чтобы починить себя, и больше не вернулся. С тех пор Лин работает в разных мастерских, надеясь однажды увидеть свою сестру-дух. Чен говорит, что Лин больше не купила ни одного меча, потому что слишком сильно любила свой предыдущий. Но это просто шутка, потому что у нее нет денег на новый меч. Вин спрашивает, что она будет делать на ежегодной мастерской по изготовлению мечей на следующей неделе, и Лин не знает, что ответить. Вдруг туда заходит Тан и начинает издеваться над 60 студентами, которые так бедны, что не могут позволить себе меч. Он говорит, что поможет ей заработать немного денег и хороший бонус, и бросает ей в руки кучу мечей, требуя, чтобы она починила и отполировала их к завтрашнему дню. Лин говорит, что на это уйдет не меньше 3 дней, но Тан не хочет ее слушать. Санронг использует свой VIP-пропуск, чтобы нанять Лин на день, чтобы ее не беспокоили. Но она останавливает ее, говоря, что Лин может закончить работу, если будет работать сверхурочно. Лин говорит, что ей платят за каждый отремонтированный меч. Она отчаянно нуждается в деньгах, и ее тело тоже не подходит для поклонников. Когда Ван и его друзья уходят, они говорят, что это было просто издевательство. Санронг предлагает Лин купить меч, чтобы ей не приходилось так много работать, но Чин считает, что это плохо скажется на ее самооценке. Пока они обсуждают варианты, Ван останавливается у стойки, где любой может выковать себе меч. Он собирается выковать меч для Лин, и все считают его гением. Лин уходит из магазина поздно вечером и запирает его, не подозревая, что ее друзья пробрались внутрь. Санронг получил разрешение от владельца, а Ван подготовил дизайн меча, и все решили скинуться на материалы. Санронг читает инструкцию и предлагает сначала проверить материалы. Гуо кладет на сканер клык зверя, который он купил в интернете, и узнает, что он нематериальный. Он гордится этим, но Чин просит его отойти, когда он кладет на сканер фигурку из метеорита, которая оказывается материальной. Мув в шоке и спрашивает, откуда она у него, а Чин отвечает, что украл ее у своего отца. Затем Санронг достает зелье уровня плюс. Мальчики удивляются, но она отказывается говорить, где его взяла. Наконец Вин достает корону и демона-советника, которых он нашел перед своим домом. Он даже не знает, что это за меч и откуда он взялся. Когда он кладет его на сканер, тот показывает уровень Си, а потом ломается, потому что меч слишком мощный для него. Тогда они начинают ковать меч и бросают все сырье в печь. На следующее утро Лин возвращается в магазин и начинает свою обычную работу, а там ее ждут друзья. Они дарят ей меч, который сами выковали, и Лин плачет от радости. Все думают, что она плачет, потому что меч некрасивый, и извиняются, что не смогли сделать лучше. Но Лин говорит, что дело не в этом, и вставляет новый меч в ножны от старого, и он идеально подходит. Сунь Жун понимает, что Ван знал об этом и специально сделал меч таким. Лин очень рада подарку и восклицает, что это лучший подарок в ее жизни. В этот момент появляется Тан с менеджером магазина, который ходит за ним как собачонка. Он насмехается над уродливым мечом, который они сделали для Лин, и просит ее сразиться с ним, чтобы оценить его меч. Сунь Жун тоже достает свой пропуск, но менеджер решает в пользу Тана, потому что магазин принадлежит его компании. Чин говорит Лин, что ей не стоит рисковать и сражаться с этим придурком, но ей очень нужна эта работа, и она принимает вызов. Они идут на арену, и Лин надевает полный доспех.
Тан призывает дух своего меча, и глобальное потепление в магазине тут же прекращается. Он без труда разрезает металлический блок, чтобы продемонстрировать свою силу, и Лин пугается. Танк направляет на нее меч, создавая метель, а затем бросается на нее. Она в ужасе и инстинктивно блокирует его атаку своим мечом, а затем внезапно сотни демонических глаз устремляются на Танга. Он оказывается один в бескрайней вселенной, и тут меч Лин проявляет свою истинную демоническую силу. Он направляет на меч Танга проклятие, которое распространяется по всему его телу и начинает высасывать духовную силу из него и его меча. Танг начинает уменьшаться, когда его энергия покидает тело, но тут дверь открывается и что-то проносится мимо них, разрубая меч Танга и освобождая его от проклятия в последний момент. Сунь Жун и остальные выбегают на арену, чтобы поздравить друга с победой, а Ван призывает Цзинь Кэ, который только что спас Танга. Позже в школе происходит нечто странное. Черная вязкая жидкость собирается и принимает форму, пока не превращается в советника, который наконец оживает. Он паникует, когда понимает, что его корона пропала, но потом замечает, что она висит на рукояти меча Лин. Чтобы вернуть ее, советник нападает на Лин и вселяется в ее тело. Он приходит в ярость и требует, чтобы ему сказали, кто забрал его корону хаоса и превратил ее в вульгарный меч. Он использует особый прием, называемый поиск души, и видит воспоминания Лин, в которых Сунь Жун подарил ей меч. Советник в теле Лин зловеще смеется и окутывает ее демонической аурой. Очевидно, предок Сунь Жуна навел шороху в царстве демонов и среди советников. И вот теперь он собирается отомстить. На следующий день будет отмечаться праздник под названием «Осеннее воссоединение», который очень похож на День Святого Валентина для культиваторов. Люди делают талисманы, чтобы подарить их своим любимым, желая им здоровья. Ван Го и Чин подглядывают за парой, когда туда приходит Кан и забирает талисман, который девушка хотела подарить своему парню. Увидев это, Сунь Жун начинает думать, как она может подарить свой талисман Вану, когда внезапно за ее спиной появляется Линь. Она предлагает нарушить правила и остаться в школе на ночь вместе с Ваном и подарить ему подарок. Тем временем Го рассказывает своим друзьям о зеркале в школьном подвале, которое каждый год в эту ночь показывает будущее. Чин очень хочет посмотреть на него, но когда он узнает о сверхъестественных историях, связанных с зеркалом, например, о том, что можно услышать голос девушки и увидеть, как она выходит из туалета, он быстро сдается. Ван игнорирует их ради своей хрустящей лапши, когда Сунь Жун входит в класс, бьет его линейкой по голове и, не объясняя ничего, уходит. Это был сигнал для Вана, чтобы он встретился с ней у школьных ворот ночью, и хотя он этого не понимает, его любопытные друзья догадываются. Ночью Ван платит Сунь Жуну за то, чтобы она пришла к школьным воротам, но он не один. Го и Чин увязались за ним, и Сунь Жун недовольна этим. Они решают найти зеркало, которое показывает будущее, и Чин пугается проходящей мимо кошки. После этого он пытается набраться смелости, но внезапно столкнувшись с Линь, писает в штаны. Сын Рон рассказывает, что она попросила Лин быть их гидом, так как она живет в школьном кампусе, но Ван замечает в ней что-то странное. Внезапно земля начинает трястись, и они слышат страшный женский смех. Они недоумевают, что происходит, не подозревая о том, что все это дело рук Люин. Она стала Йонду из Стражей Галактики, управляла стрелой, оставленной ее сестрой, и вырвалась на свободу из своей тюрьмы. Теперь, когда она свободна, она хочет найти путь к отступлению, и, к счастью, она видит трещину в стене, из которой вытекает вода. Это приводит ее к канализационной системе, и она взбирается по трубам примерно в то же время, когда Го и Чин справляют нужду. Они чувствуют какие-то вибрации, исходящие от унитаза, и как только Го открывает его, сильный поток воды прижимает его к стене. Сначала Чин теряет сознание от испуга, а затем Го следует за ним, когда видит руку, высовывающуюся из унитаза. Ван и девочки бросаются им на помощь, услышав их крик. Пока Сунь Жун будет Го, Ван замечает, что Люин убегает из туалета. Поэтому он просто смывает ее как дерьмо, которым она и является, и отправляет обратно туда, откуда она пришла. Похоже, она позаимствовала чью-то сюжетную броню, потому что она приземляется на секретной базе Кана и находит лифт. Тем временем Сунь Жун накладывает амулеты на лица своих друзей, которые находятся без сознания, и гадает, что заставило их потерять сознание. Лин предлагает им продолжить свое приключение, а Сунь Жун думает, что это ее шанс побыть наедине с Ван Гом. Однако, когда он узнает, что Люин снова убегает, он решает остановить ее. Он находит ее у лифта и заставляет провалиться сквозь пол. Сан Ронг и Лин бегут туда, но видят только дыру, и Лин уходит, чтобы не мешать паре. Дженг и Ван заметили, что в ней скрывается демон, но пока не хотят об этом говорить. Ван и Сан Ронг идут по школе и, наконец, подходят к зеркалу, где она появляется, прежде чем отдать ему талисман, который сделала. Но как только она собирается отдать его, появляется Лин и бьет Вана кулаком. Сан Ронг не понимает, что происходит, но потом видит отражение Лин в зеркале и понимает, что она на самом деле демон. Она достает мечи, чтобы сразиться с ней, но советник останавливает ее и говорит, что зеркало на самом деле портал
в мир демонов. Он говорит, что сегодня ночью он может открыть дверь в мир демонов и забрать ее туда, чтобы отомстить. Он засовывает руку в зеркало, и луна и весь остальной мир внезапно окрашиваются в красный цвет. Проход в мир демонов открыт, и советник тянет Санронг к себе. Но Лю Инь снова появляется и нападает на Санронг, заявляя, что никто не заберет ее добычу. Внезапно Ван высвобождает свою силу и мчится по коридору, спасая Санронг, потому что не хочет снова ее потерять. Атака Лин поражает Лю Инь и изгоняет из нее душу советника. Демона отправляют в мир демонов, а зеркало разбивается вместе с порталом. Лежащий на земле Вонг проклинает ее, говоря, что она снова обманула его, и в ответ он бьет ее кулаком. Затем он падает на землю и, улыбаясь, забирает ее талисман. На следующий день, когда Ван слушает музыку, Гуо подходит к нему и говорит, что отец Чена наказывает его у школьных ворот. Все собрались посмотреть на драку, и они узнают, что уровень духовной силы Чена упал из-за того, что он смотрит слишком много прямых трансляций. Отец спрашивает его, почему он так опустился, и он отвечает, что мастер его любимой стримерши заболел, и она просит пожертвовать деньги на его лечение. Поэтому он отправил ей немного своей духовной энергии, чтобы ее мастер поправился. Отец Кена принимает это объяснение, потому что помогать нуждающимся – это девиз их семьи. Он собирается уйти, но спрашивает сына, где их семейное лекарство. Тот делает вид, что не знает, но стримерша вдруг говорит о добром подписчике, который прислал ей ценное лекарство. Отец Чена теряет самообладание и нападает на него, разбивая его телефон и говоря, что если он когда-нибудь поддержит стримершу, то будет изгнан из семьи. Позже друзья Чена удивляются, как он мог так сильно влюбиться в кого-то, и Лин предполагает, что это может быть черная магия. Она объясняет, что в прошлом демоны принимали облик красивых женщин, чтобы заманивать ничего не подозревающих людей и медленно вытягивать из них духовную энергию. Она считает, что с Чоном происходит то же самое, и Гуо думает, что проблема решена, потому что его телефон разбит. Это просто пустые мечты, потому что Чен сейчас в компьютерном классе и переписывается со своей любимой девушкой по школьной сети Wi-Fi. Все понимают, что он безнадежен, и Лин предлагает самый простой способ спасти Чена – рассказать правду о его девушке. Она думает, что опытный хакер может взломать систему Wi-Fi и разрушить ее чары, но Гусь говорит, что у него есть другой способ. Он взламывает компьютер и запускает туда вирус своего цифрового духовного питомца. Затем он вводит адрес электронной почты девушки и отправляет вирус на ее компьютер. Но у нее стоит антивирус, и вирус Гуся уничтожен. Тогда у нас появляется другая идея – использовать искусство соблазнения, чтобы спасти Чена. Санронг дает Шону колу, и как только он ее выпивает, она использует свои чары, чтобы его загипнотизировать. По ее команде он готов закончить видеозвонок и вернуться домой, но девушка-лиса не дает ему этого сделать. Она использует все свое обаяние и говорит, что хотела бы поговорить с Чоном подольше, и он не может устоять, несмотря на контроль Санронг. Ее метка на его голове исчезает, и Санронг понимает, что проиграла в соревновании по соблазнению. Девушка-лиса продолжает поглощать духовную энергию Чена, потому что она действительно хочет воскресить своего хозяина, но он никто иной, как советник. Пока друзья Вана думают, как спасти Чена, приходит его отец. Он говорит, что в молодости тоже был большим ловеласом, но его сын далеко его превзошел. Он начинает плакать, но услышав, что Чен все еще тратит деньги и духовную энергию на девушку-лису, не может сдержать ярость и разбивает монитор. Чен расстроен тем, что потерял связь, и не слушается приказа отца вернуться домой. Вместо этого он использует технику высокого уровня, чтобы попасть в киберпространство. Он вставляет штекер HDMI в свое тело, и с яркой вспышкой его дух переносится в киберпространство. Чен выходит из монитора в комнате Лисбоу и начинает искать ее. К его удивлению, ее комната оказывается темной пещерой с вырезанным подобием комнаты. Внезапно он чувствует, что кто-то стоит позади него, и оборачивается, чтобы увидеть ужасное чудовище. Чен пятится назад, гадая, кто это чудовище, когда оно вдруг принимает облик девушки-лисы. Он понимает, что его обманула уродливая демоница, и пытается напасть на нее. Но это бесполезно, потому что его дух не может причинить вред физическому телу монстра. Однако демон может высосать его с помощью старого доброго пылесоса. Чин держится из последних сил, когда вдруг видит на мониторе Сунра. Демон говорит ему, что его друзья не смогут его спасти, но она ошибается, потому что из экрана вдруг появляется рука и отбрасывает ее, прежде чем вернуть душу Чена. Это был Вонг, который сам вошел в киберпространство и успешно вернул Чена в его тело. Позже той ночью Вонг смотрит новости о Чжу и его команде, которые разгромили базу уродливого монстра. Они вернули духовную энергию, которую забрали у глупых симов, но главные виновники этого мошенничества скрылись. Вонгу все равно, но следующая новость привлекает его внимание. Компания «Цветочная крыша», принадлежащая семье Санронг, была объявлена банкротом, и они больше не могут выплачивать долги.
Вскоре Ван и его друзья решают навестить Сан Ронг в ее новом доме и обнаруживают, что она переехала в родовое поместье, которое находится в волшебной горе, полной духовной энергии. Они задаются вопросом, как ее найти, когда вдруг Сан Ронг спускается к ним по веткам деревьев, как Тарзан. Ее семья стала жить как пещерные люди после того, как заложила все свое имущество, чтобы выплатить долги. Хуан спрашивает ее, как это произошло, и Сан Ронг рассказывает, что их компания «Цветочная крыша» специализировалась на производстве волшебных таблеток. Из-за снижения средней духовной энергии на Земле урожай специальных культур для производства таблеток уменьшился. Таким образом, производство пострадало, и они не смогли выплатить долги. Несмотря на это, родители Сан Ронг оптимистично настроены, что их время придет, если они будут усердно работать. Они утверждают, что их семья разбогатела благодаря упорному труду, и если они будут продолжать усердно работать, то скоро вернут себе былое положение. Ее отец радуется светлому будущему, и все присоединяются к нему. Тем временем семья Тана празднует падение своих вечных соперников. Они благодарят некоего темного человека по имени Ричмонд, который был ответственен за крах семьи Сан. Именно он создал проблемы для компании «Цветочная крыша» с помощью умелого манипулирования фондовым рынком. Однако Ричмонд этим не удовлетворился и хочет отобрать у семьи Сан Ронг их родовое поместье. Тан благодарит его за все, что он сделал, и спрашивает, почему он им помогает. Ричмонд отвечает, что ему просто нужна духовная энергия, и лучше, если она будет исходить от семьи Сан. Вернувшись на гору, отец Сан Ронга рассказывает детям истории о своих былых подвигах, а Ван и Сан Ронг разговаривают у окна. Сан Ронг показывает ему ручей и говорит, что раньше здесь был водопад, который защищал пещеру. Но теперь водопад почти высох, и духовная сила горы стала равна нулю. Ван говорит, что может помочь ей, но Сан Ронг отказывается из-за своей гордости. Они возвращаются домой и чуть не попадают под машину. Они садятся на поезд, где слышат новость, что семья Тана собирается выкупить все имущество семьи Сан, а их дети поженятся. Все в шоке от этой новости и не понимают, как это могло произойти так внезапно. Алин не может дозвониться до Сан Ронга. Ван говорит, что лимузин, который проехал мимо них, когда они уходили с горы, принадлежит семье Тана, и он решает вернуться на гору, чтобы помочь другу. Они вооружаются мечами и подходят к горе, готовые к бою. Прихвостни Тана тоже там, чтобы остановить их, и рыжий парень — их первая линия обороны. Он говорит группе Вана, чтобы они возвращались, но Гоу напоминает ему, что он получил по заслугам на турнире по фехтованию. Рыжий насмехается над ним, говоря, что это больше не повторится, и Чин бросается на него. Рыжий номер 2 тоже подходит, и Гоу присоединяется к драке. Гоу и Чин нападают, но не могут пошевелиться из-за духовной сети Иши. Тем не менее, Лин остается, чтобы помочь им, и выпускает духовных бабочек, которые разрушают паутину ее контроля. Гоу и Чин продолжают сражаться, а Лин преследует Ишу. Используя их как приманку, Ван бежит к горе, где собрались гости. Отец Тана объявляет, что сегодня вражда между двумя семьями наконец закончится. Они выкупят все имущество семьи Сан, и их дети тоже поженятся, объединив две семьи. Он зовет Сан Ронг и Тана, чтобы они подписали брачный контракт кровью. Тан подписывает его первым, а затем передает Сан Ронг, прося ее поторопиться. Но как только она собирается уколоть палец, Ван хватает ее за руку и убегает вместе с ней. Тан тут же приказывает стражникам преследовать их, но Ван и Сан Ронг возвращаются к своим друзьям, которые победили в своих поединках. Но тут отец Сан Ронг зовет ее, и она отпускает руку Вана, говоря, что выходит замуж за Тана по собственной воле. Она объясняет, что после того, как он ушел вчера, отец Тана пришел к ним с предложением спасти их компанию, если его сын Рон женится на ней. Она категорически отказалась выходить замуж за этого голландца, но у ее родителей были другие планы. Они заставили ее выслушать подробности соглашения, утверждая, что спасение их компании – это благое дело. Сан Ронг не смогла сопротивляться и поняла, что должна стать частью группы «Цветочная завеса» и пройти этот трудный путь. Теперь Сан Ронг извиняется перед Вангом и другими друзьями, говоря, что готова пожертвовать своей жизнью. Они, к сожалению, расходятся каждой своей дорогой, и Вонг не может оторвать взгляд от талисмана, который ему подарила Сан Ронг. Они проходят мимо пруда у подножия горы. И тут Ван понимает кое-что. Он бросается в пруд и вытаскивает оттуда щупальца древнего демона-паразита. Лин знает об этом и говорит, что это звездный червь, который славится тем, что высасывает духовную энергию из места, где он обитает. Они понимают, что этот паразит высасывает духовную энергию волшебной горы, и Ван пытается вытащить его на землю. Но они еще не знают, что за этим стоит человек по имени Ричмонд, который на самом деле демон. Друзья Вана присоединяются к нему, и они наконец вытаскивают гигантского демона-паразита из земли. Ван приказывает ему вернуть всю украденную духовную энергию, и демон начинает светиться, возвращая силу по его приказу. Паразит взрывается, выпуская столб золотого света, который превращается в фонтан. Сон Ронг собиралась подписать брачный контракт, когда это произошло, и она не могла поверить, что водопад на их волшебной горе течет в обратном направлении. Отец Тана пытается убедить ее, что ничего страшного
страшного не произошло, и говорит, что им нужно вернуться на церемонию. Вдруг вбегает его секретарь и сообщает, что акции их компании резко упали и приблизились к нулю. Сразу после этого телохранитель Санра врывается в комнату и сообщает, что стоимость акций снова растет с огромной скоростью. Пока все удивляются, что происходит, Чжу появляется на месте происшествия со своим отрядом спецназа. Он заявляет, что они нашли доказательства сотрудничества группы Танг с демонами, которые разрушили семью Сун, поэтому все их активы заморожены, а их самих должны немедленно задержать. Семья Танг и его друзья в шоке, а семья и друзья Сун Ронг радуются. Слуги поздравляют ее с возрождением семьи, а она замечает Вонга в окне и улыбается ему. Вскоре после этого проводится конкурс талантов «Национальное шоу танцев с мечами», чтобы оценить способности подрастающих культиваторов владеть мечом с изяществом и грацией. Судьями на турнире выступают Чжуо, инструктор из фракции 59 по имени X, и два юных кумира, известные своими навыками в танцах с мечами. Соревнования начинаются, и первой участницей становится никто иная, как Сун Ронг. Она представляется судьям и сразу же говорит, что на прошлогоднем турнире по мечам половина ее мечей и дух меча были уничтожены. Сун Ронг говорит, что знает об этом, и поэтому она здесь, чтобы улучшить свои навыки владения мечом под руководством опытных судей. Затем она заявляет, что покажет им особый прием семьи Сун под названием «Танец океана». Сун Ронг управляет десятком мечей одновременно и грациозно танцует с ними. Не подозревая, что демон Ричмонд прячется под зданием и использует специальное устройство, чтобы вывести из строя ее мечи. Мечи сходят с ума, некоторые нападают на Сун Ронг, а другие устремляются к счастью, Кан был в зале и спас ей жизнь благодаря своей быстрой реакции. После этого Чжу говорит Сунь Ронг, что она пыталась сделать то, чего еще не умеет, и все начинают над ней смеяться. Сунь Ронг с грустью собирает свои мечи и уходит со сцены, где ее ждут Лин и Ван. Она говорит, что без своего духа меча она бесполезна, и Лин просит ее принести мечи в ее магазин, чтобы она могла их настроить. Ван тоже накидывает на нее свое пальто и говорит, что это не ее вина, и они садятся на свои места. Из-за происшествия популярность шоу резко возросла, и следующими участниками стали Гоу и Чин, которые будут выступать вместе. Они посвящают свое выступление Сунь Ронг, которая в последнее время много страдала, но это не мешает ей улыбаться. Чен заявляет, что теперь он остановит удар Го голыми руками с завязанными глазами. Они выстраиваются в ряд, и как только Го собирается нанести удар, из-под земли снова появляется демон и заставляет его потерять контроль над мечом. Го наносит удар быстрее, чем планировал, попадая Ченю в голову и лишая его духовной энергии. Го использует свой ум, чтобы сказать, что их настоящее выступление было демонстрацией техники Ченя, и извиняется перед всеми, прежде чем убежать. Рейтинг программы подозрительно растет, и зрителей становится все больше. Следующий выступает Иша из фракции 59, и она использует свои кибернетические модификации, чтобы управлять сотнями мечей, одновременно завораживая зрителей. Тем временем Го и Чен занимают свои места рядом с Сунь Ронг и обнаруживают, что Ван и Лин пропали. Ведущий объявляет, что последним участником сегодняшнего шоу будет Лин, и она выходит в традиционном наряде. Теперь, когда она сняла свои очки, все очарованы ее красотой. Лин начинает выступление, выпуская из своего меча лепестки духовной энергии, которые заставляют расти траву под ее ногами. Но на этом она не останавливается, и с помощью энергии меча за несколько секунд выращивает взрослое дерево. Зрители начинают аплодировать, но вдруг она поджигает дерево. Следующим трюком она пытается погасить пламя взмахом меча, но у нее ничего не получается. Лин расстраивается, когда горящее дерево начинает падать. Сан Ронг замечает, что она в опасности, и бросается ей на помощь, силой призывая дух меча, который превращается в миниатюрную версию. С помощью духа меча она использует свои навыки управления водой и быстро тушит огонь. Лин видит в этом шанс показать еще более впечатляющее выступление и оживляет мертвое дерево, а Сан Ронг создает в саду фонтан, завершая картину. Зрители и судьи ошеломлены их выступлением, а количество просмотров бьет все рекорды. Пока Сан Ронг и Лин получают похвалу, на сцену внезапно выходит демон Ричмонд, который все это время их обманывал. Он признается, что его план состоял в том, чтобы собрать достаточно духовной энергии для использования своего великого навыка, и поэтому он устроил это шоу. Демон использует свою технику абсолютного контроля, и из-под сцены начинает просачиваться красная духовная энергия. Он воздействует на зрителей, а затем распространяется по киберпространству и заражает всех, кто смотрит программу на своих экранах, и даже тех, кто не смотрел. Под воздействием его энергии все попадают под его контроль и становятся бездумными марионетками. Ричмонд смеется, говоря, что теперь он контролирует всех людей на Земле и является их настоящим хозяином. Но он потрясен, когда видит, что Сун Ронг и Лин
Лин не под его чарами. Он не понимает, как такое возможно, и Ванг объясняет ему, что он сорвал его планы. Ванг сдвинул центр заклинания Ричмонда на 2 метра, и оно попало под ноги девушки, сделав их настоящими хозяйками заклинания. Внезапно у всех, кто был под его чарами, над головой появляется знак Сун Ронг. Ричмонд приходит в ярость и решает разобраться с ними по старинке в рукопашной схватке. Внезапно ведущий шоу останавливает его и высвобождает всю свою духовную энергию, превращаясь в Сильвестра Сталлоне. Он одним ударом отправляет Ричмонда в космос, но девушки замечают, что он не в своем уме. Внезапно зрители начинают двигаться к сцене как безмозглые зомби, и Сун Ронг пытается разрушить их контроль, но это бесполезно. Лин говорит ей, что это не просто заклинание контроля, а с глубоко вплетенной демонической энергией, поэтому его может быть очень трудно разрушить. Ванг, Сун Ронг и Лин убегают и прячутся от зомби, вооружившись всем, что попадется под руку. Они думают, что если не будут шуметь и убегут, то их не поймают, но какой-то урод фотографирует их и выкладывает фото в интернет. Зомби узнают, где они находятся, и нападают на них, но им каким-то образом удается сбежать. Джин говорит Вангу, что если он воспользуется своим великим трюком с забыванием, то сможет разрушить заклинание контроля, но тот отказывается. Ванг считает, что люди и так достаточно глупы, и их IQ упадет до отрицательных значений, если он воспользуется своим великим трюком с забыванием. Затем Ванг взбирается на свой меч и уносит 2 девушек на крышу здания, думая, что там они будут в безопасности. Лин говорит, что им нужно найти способ разрушить заклинание контроля, но обычные методы не сработают. Внезапно что-то сзади падает на землю, и когда она сердито оборачивается, она видит, что зомби ползут по зданию, как муравьи. Она в ужасе, но самое страшное еще впереди. Ванг указывает на Чена, который тоже находится под действием заклинания контроля. Он собирает свою духовную энергию и бежит как молния, мгновенно взбираясь на крышу здания. Он говорит Сунь Жун, что она ему нравится, но она просто отвечает, что он ей не нравится. Кен падает на землю, услышав эти слова, и хватается за сердце, когда действие заклинания контроля проходит. Лин считает, что это из-за того, что он ударился головой, но когда Чен хватается за ноющее сердце. Сунь Жун понимает, что ей просто нужно разбить сердца людей, чтобы они вернулись в нормальное состояние. Она пробует это на толпе зомби и кричит, что ей никто из них не нравится. Чары рассеиваются сразу же, и они возвращаются в нормальное состояние. Теперь, когда они нашли способ разрушить заклинание контроля, Лин предлагает Сунь Ронг начать прямую трансляцию, чтобы связаться со всеми одновременно, но сигнала нет. Вдруг они слышат смех с соседней башни и видят, что это Лия, которая снова сбежала из тюрьмы благодаря хаосу, вызванному заклинанием абсолютного контроля. Она заявляет, что никогда не позволит Сунь Ронг разрушить заклинание контроля с помощью прямой трансляции, но она слишком далеко, чтобы ее было слышно. И группа Вена видит только, как она бормочет что-то, как идиотка. Затем они замечают метеорит, летящий в ее сторону, и пытаются предупредить ее. Но уже слишком поздно, и она погибает вместе с башней. Вен использует свою духовную энергию, чтобы выяснить, почему вдруг упал метеорит, и обнаруживает, что это был Ричмонд, который целился в них. Теперь Сунь Ронг расстроена, потому что знает, что поблизости нет башни на сотни миль, и указывает на небо, говоря, что они могут обратиться за помощью на Международную космическую станцию. Чен говорит, что оттуда они могут связаться со всем миром, но попасть туда без разрешения невозможно. Вен показывает ему 2 билета на космическую станцию, которые он выиграл на соревнованиях по танцам с мечом, но просто стащил их у организатора. Затем он сажает своих друзей на деревянный меч и летит вперед, но меч не выдерживает такого веса, и они падают. Зомби бросаются на них, и Чин встает, чтобы остановить их. Лин решает присоединиться к нему, и они просят Вена помочь Сунь Ронг спасти мир любой ценой. Они начинают сражаться с зомби, а Ванг и Сунь Жун садятся в поезд, который отвезет их на космическую станцию. Поезд отправляется, и только их купе летит в открытый космос, где Сунь Жун понимает, что она осталась наедине с Вангом. Он говорит, что хочет кое-что ей сказать, и Сунь Жун думает, что он наконец-то сделает ей предложение. Но Ванг всего лишь хотел сказать, что они сели в поезд, не проверив билеты. Сунь Жун разочарована, но времени на это нет, потому что поезд прибывает на Международную космическую станцию. Как только они оказываются на станции, Сунь Жун начинает вести прямую трансляцию и обращается ко всем. Она рассказывает свою историю о том, что ее всегда любили, потому что она была дочерью богатых родителей. Но когда ее семья разорилась, она поняла, что большинству людей она была безразлична. Поэтому она приняла участие в танцевальном конкурсе, чтобы завоевать любовь многих людей, и ей это удалось, но не так, как она хотела. Сунь Жун признается, что поняла, что ей не нужна любовь всего мира, ей нужна любовь одного особенного человека. Все огорчены, когда слышат это, и чары рассеиваются, а Ванг ошеломлен смелым поступком Сунь Жун. Он подходит к ней и говорит, что она отказалась от всего мира ради него. Внезапно они замечают огромный метеорит, летящий к земле. Сунь Жун волнуется, но Ванг говорит ей успокоиться. Он бросает свой меч в метеорит, разбивая его на тысячи безвредных осколков, которые сгорают в атмосфере Земли,
оставляя после себя великолепный метеоритный дождь. Сан Ронг радуется этому, а затем Ван угощает ее хрустящей лапшой. Она понимает, что это равносильно тому, как если бы он подарил ей обручальное кольцо, и принимает его. Метеорит летел не к Земле, а был под контролем демона Ричмонда. Несколько мгновений назад, когда Ричмонд собирался уничтожить Землю, советник демонов попытался остановить его, потому что целью демона было завоевать Землю. Но Ричмонд отказался слушать его, потому что понял, что вместо того, чтобы нацелиться на Сан Ронг, нужно было уничтожить Вана, который представлял для них реальную угрозу. Советник не был в этом уверен, но император демонов приказал ему позволить Ричмонду делать то, что он хочет. Затем Ричмонд превратился в змею и полетел на метеорите, но был уничтожен атакой Вана. Увидев это, император демонов пришел в ярость и приказал советнику готовиться к войне. По его приказу советник зажег факелы измерений, которые были особым артефактом. Тем временем Ван и Сан Ронг планировали еще немного насладиться своим свиданием на Международной космической станции, но проходя через ворота, они внезапно превратились в трехмерные CGI-анимации. Сан Ронг запаниковала, не понимая, что это за четвертая стена, а затем Ван заметил, что Земля выглядит все так же. Армия демонов готовится к войне, а советник создает гигантский портал, чтобы соединить их мир с Землей. Демоны вторгаются на Землю и начинают сеять хаос, преследуя людей и разрушая здания. Руководство по защите Земли созывает совещание, и Зоо рассказывает им, что отряд специального назначения не может сейчас сражаться с демонами, потому что они заняты эвакуацией мирных жителей. Но у него есть идея, как победить демонов раз и навсегда. Зоо объясняет, что над школой в 60-м секторе есть трещина во времени и пространстве. Там находится новейшая испытательная машина, которая несколько месяцев назад вышла из строя во время тестирования Ванга и постоянно выпускает мощные молнии. Он предлагает настроить машину и уничтожить демонов одним ударом. Но самого сильного практика совершенствования в мире сейчас нет. Клоун, который занимает второе место, заявляет, что он сам будет управлять машиной и докажет всем, что он так же силен, как и номер один. Чжу и отряд специального назначения пытаются отвлечь демонов, пока номер 2 готовит машину, но задача кажется им слишком сложной. Тем временем Ванг и Сан Ронг застряли в трехмерной петле, из которой нет выхода. Ванг накрывает Сан Ронга защитной аурой, а затем пробивает стену космической станции, надеясь сбежать из своей компьютерной тюрьмы. Он пробивает стену, но оказывается перед ними, заглядывая через только что пробитую стену. Это не просто один Ванг и Сан Ронг, а бесконечная повторяющаяся петля, в которой они заперты в пространственной тюрьме. Сан Ронг спрашивает, как им выбраться из этой тюрьмы, а Ванг отвечает, что если бы его меч Джинг был здесь, он бы освободил их в одно мгновение. Но он слишком сильно его отбросил, и сейчас Джинг возвращается с Юпитера. Сидя на своем троне, император-демон смеется, видя, что величайшая угроза для его армии попала в плен к советнику. Советник рад похвале своего господина и говорит, что из-за того, что некоторые пространственные лампы были случайно разбиты, его пространственная тюрьма не идеальна, но все же достаточно хороша, чтобы удержать даже Вонга. На космической станции Сан Ронг потеряла надежду когда-нибудь выбраться из пространственной тюрьмы и боится, что даже если они когда-нибудь выберутся, мир уже будет разрушен. Ванг пытается что-то придумать, и наконец-то ему удается взломать матрицу и изменить стиль анимации, превратив себя в трехмерных персонажей высокого разрешения и высокой частоты кадров. Они смотрят на Землю и видят, что там бушует гигантский циклон. В небе над школой фракции номер 60 Чжу загнан в угол гигантским демоном, который требует, чтобы он сдался. Но мастер номер 2 заканчивает настройку громового механизма, высвобождает свою духовную энергию, чтобы призвать мощные тучи, и превращается в огромного Пикачу, который выпускает мощные молнии, уничтожающие демонов. Гигантский демон пытается остановить его, но Чжуо и его команда возводят барьер вокруг мастера и защищают его, пока он не победит всех демонов. Когда все думают, что они победили, портал внезапно увеличивается в размерах, и из него выпадает гигантский цилиндрический камень. Он размером с мой гигантский цилиндрический камень, но мастер номер 2 полон решимости не дать ему упасть на землю. Он высвобождает всю свою энергию, хватает камень и, несмотря на то, что падает на колени, удерживает его. Император демонов забавляется, видя, как человек пытается сопротивляться, и начинает смеяться над ним. Затем он взмахивает рукой, и по всей земле открываются тысячи порталов, из которых вылетают гигантские камни. На самом деле это космические корабли демонов, и из них выходят демоны. Увидев это из космоса, Сан Ронг думает, что Земля обречена, но Ван говорит ей, что надежда еще есть. Он подходит к лифту и берет зеркало, которое лежит внутри. Сан Ронг спрашивает, что он собирается делать, и он отвечает, что пространственная тюрьма, в которой они находятся, похожа на игру. И он собирается перегрузить видеокарту, чтобы разрушить ее. Лучший способ сделать это – использовать зеркала. Он ставит два зеркала друг напротив друга и встает между ними. Когда Вин высвобождает свою духовную энергию,
энергию и начинает светиться, бесконечное количество отражений разрушает тюрьму. Затем он просит Санронг использовать дух меча, чтобы усилить нагрузку на тюрьму, и она делает это. Пространственная тюрьма начинает сбоить и зависать, а пространственные лампы в царстве демонов внезапно начинают работать на полную мощность. Они горят слишком сильно и быстро, и советник не может их контролировать. Через несколько мгновений все лампы внезапно взрываются, и пространственная тюрьма вокруг Международной космической станции исчезает. Ван и Санронг снова в своих телах. Ван просит ее остаться здесь, пока он спасает мир, но Санронг беспокоится, что его личность будет раскрыта, если он это сделает. Но ему уже все равно, и он на сверхзвуковой скорости мчится к Земле. На Земле демоны сеют панику и разрушение, и даже Чжу потерял всякую надежду. Внезапно один из демонических кораблей взрывается и падает на Землю, и Чжу понимает, что герой здесь, чтобы спасти положение. Ван стоит на обломках корабля, излучая золотистую ауру. Он уже готов действовать, когда рядом с ним появляется Лин с красивыми крыльями бабочки. Он потрясен, увидев ее, и она что-то шепчет ему, прежде чем телепортировать его. Она переносит его в поезд, который путешествует по мультивселенной, и рассказывает ему свою историю. Много лет назад, когда Лин была еще ребенком, ее отец учил ее магии, присущей их расе. На их мистической и неземной родине Лин пыталась собрать свою духовную энергию и использовать ее, как учил отец, но у нее не получалось. Она была дочерью расы бабочек, но у нее еще не выросли крылья. Лин расстраивалась, что, возможно, у нее никогда не вырастут крылья, но отец сказал ей, что она просто поздно расцвела. Он сказал, что крылья людей-бабочек обладают особой способностью, которая позволяет им свободно перемещаться в любое измерение. И поэтому многие инопланетные расы пытаются их захватить. Он хотел, чтобы его дочь тоже научилась пользоваться своими силами, потому что в последнее время демоны проявляют агрессию по отношению к ним. Это было все, что он успел сказать, и вдруг в небе появилась трещина, из которой выпали демонические корабли. Отец Лин знал, что происходит, и в последней отчаянной попытке создал портал и отправил свою дочь в другое измерение, попросив ее быть осторожной. Портал закрылся, когда Лин плакала, глядя, как на ее отца нападают демоны. Так она оказалась на земле, и ее нашел дух меча, который ее вырастил. Теперь Лин рассказывает Вонгу, что в тот день армия императора демонов уничтожила клан бабочек. Она утверждает, что демоны регулярно вторгаются в другие миры и уничтожают тех, кто слабее их, и поглощают их духовную энергию. Вонг спрашивает ее, почему клан бабочек не сопротивлялся, и Лин смеется над его глупым вопросом. Она отвечает, что раса демонов стала слишком могущественной, и император демонов завоевал тысячи миров, не вставая со своего трона. Она утверждает, что Землю ждет та же участь, и говорит Хуану, что он поймет, как бесполезно сопротивляться императору демонов, когда скоро встретится с ним лично. Тем временем все на Земле находятся на грани потери надежды, когда внезапно появляется уведомление о прямом эфире. На Международной космической станции что-то не так с персоналом. Она говорит всем, что хотя шансы на победу невелики, они все культиваторы. Она призывает всех использовать духовную энергию, которую они так долго накапливали, чтобы защитить свою планету от вторжения демонов. Речь Сунь Ронг трогает всех, и все люди на Земле восстают против демонов. Император демонов тоже слышит ее речь и аплодирует ей, называя ее достойной преемницей легендарного героя. Однако он приказывает своим солдатам уничтожить ее первой, чтобы подавить надежды всех людей. Внезапно Лин и Вонг телепортируются в тронный зал императора демонов, и она склоняется перед ним. Она говорит, что привела Вонга по его просьбе, и теперь он должен сдержать свое обещание и освободить сестру Духа Меча. Советник использует свою силу, чтобы заставить ее встать на колени, говоря, что ни одно слабое существо не заслуживает стоять перед императором демонов. Но его план не срабатывает, и он в ярости, когда его трюк не действует на Винга, который просто отмахивается от него и отбрасывает в стену. Император демонов смеется над этим и встает, говоря, что ничто не могло заставить его ленивую задницу подняться с трона последние 1000 лет. Но Вонг слишком интересен, чтобы его отпускать. Когда он подходит к нему, Лин дрожит от страха и пятится назад. Император демонов спускается по лестнице, и Вонг спрашивает его, закончится ли война, если он просто убьет его. Император демонов бросается на него и наносит мощный удар, но Вонг просто блокирует его одной рукой, шокируя его. На Земле космическая станция подвергается атаке со всех сторон, и Сунь Жун не видит надежды на победу. Внезапно космические корабли демонов вокруг них взрываются один за другим, когда Цзинь проходит сквозь них. Он направляется к Сунь Жун, и она вспоминает все, когда обнимает его. Она спрашивает, в опасности ли Вонг, и Цзинь отвечает, что его хозяину ничего не угрожает.
Опасность исходит от него самого. В царстве демонов Вонг наносит императору демонов такой мощный удар, что тот вылетает из замка. Император демонов не может поверить, что в человеческом мире есть такой сильный культиватор, и удивляется, почему он никогда о нем не слышал. Ван просто отвечает, что он всегда скрывал свои истинные силы, иначе Земля была бы уничтожена, но это не его планета, поэтому он не собирается сдерживаться. Император демонов убегает, а Ван преследует его. Но это был всего лишь план демона, чтобы заманить его. Он использует свою невероятную скорость, чтобы атаковать Вана, и тот врезается в космический корабль. Он наносит Вану несколько ударов, а затем бросается на него и несколько раз отбрасывает его в сторону. Ван хватает императора демонов за клыки, и ты не можешь в это поверить. Затем Ван отбрасывает его и отправляет обратно в замок, где Лин спасает свою сестру духа. Ван вскоре приходит туда, и император демонов теперь боится его. Он спрашивает, как такой сильный культиватор мог оказаться на слабой планете Земля, и Ван просто отвечает, что люди — это те, кто никогда не сдаются перед лицом трагедии. И даже без него они никогда не покорятся демонам. Он уже собирается прикончить императора демонов, когда внезапно советник нападает на него сзади. Он видел, как отец Вана менял амулет на шее каждую неделю, и, решив, что это слабое место, он силой снял его. Это была ошибка, о которой он будет сожалеть все оставшиеся секунды своей жизни, потому что сдерживаемая духовная энергия Вана начинает выходить наружу, когда амулет снимают. Замок сотрясается, когда его окутывает золотая духовная энергия, настолько мощная, что она уничтожает планету демонов одним своим высвобождением. Эффект от высвобождения этой силы слишком велик, и в космосе появляются сильные трещины. Сияние Вана проникает сквозь трещины и мгновенно уничтожает демонов, летающих в небесах Земли. Демоны превращаются в пыль и исчезают, а вскоре и небо становится обычным, когда исчезают корабли демонов.